Так, друзья мои закадычные, ютубные, всем привет. Добрый вечерок уже. Итак, как построим сегодня беседу, ребят? Давайте сначала я просто не успел проверить комментарии, какие я выложил сегодня видюшечку. Там вы написали комментарии, я еще не успел почитать. Сейчас я зайду, почитаю комментарии, тут же могу что-то поотвечать на эти комментарии. Последнее видео вышло сегодня. Называется оно «Россия – страна охреневших охранников» или «Почему я эмигрировал в Словакию». Были такие вопросы? Были такие вопросы. Вот, собственно, на эту тему я выложил это видео и посмотрите комментарии. Затем, в каком-то прошлом эфире у нас был такой вопрос. Что-то там про драки, типа участвовал ли я в драках или не участвовал. И я что-то обещал рассказать про одну драку, где я себе, или про розочку у нас шла речь, где я себе отрезал палец большой, да, рассказывал. Вот, сегодня я могу вам рассказать эту историю, как это случилось несколько лет назад. Вот, это то, что касательно драк. А и недавно, кстати, меня Евгений Кириллов тоже расспрашивал, должен ли инструктор по самообороне иметь опыт уличных драк или не должен. Вот, ну, как раз в тему будет, да? Ну, а затем ваши вопросы. Пишите комментарии, пишите вопросы, задавайте. Может, что-то по ходу получится, может, давно какой-то вопрос уже вы готовили. Итак, начинаем. Первая часть. Я смотрю комментарии под последним видео, потому что пытаюсь регулярно все это делать и отвечаю на них. Тут же, прямо в прямом эфире, прямо при вас, ребят, смотрите. Может, кто оставил комментарий здесь, и можем продолжить, так сказать, общение. Окей. Итак, видео «Россия – страна охреневших охранников». Почему я эмигрировал в Словакию? И вот я вижу комментарий такой. Пишет героин 629. Пишет: а я вот задумался над эмиграцией в Словению. Что думаете по поводу этой страны? А то рублик российский совсем что-то чахнет. Но зарплаты не растут в рублях. Я думаю так, если общий ответ. Конечно же, в России становится все хуже и хуже, но тут вы мое мнение уже знаете. Я из видео в видео постоянно это говорю, и в прямых эфирах тоже как бы об этом вам постоянно рассказываю, что это. Поэтому надо подумать, как выйти из этой ситуации. То есть, ну, нужно покидать страну, это небезопасно. Насчет Словении, я думаю, это хорошая страна. Не знаю, какие там сейчас варианты есть, ну, иммиграции, как там можно обосноваться, на основании чего там бизнес надо завести, или на основании учебы. Я не знаю, какой возраст, опять же, надо смотреть, какие есть у вас условия. Какой у вас возраст, какие у вас есть накопления для этого, да, ради чего вы туда едете, как вы знаете язык и так далее. Все это надо взвесить, плюсы, минусы, и уже решить куда. А так, Словения мне, например, вполне себе симпатично. Я бы, может быть, даже и в Словению. Большой плюс Словении в том, что там есть море. И это классно, ребят. Мне кажется, Словения. Так что, героин 629, я желаю тебе успеха, и чтобы у тебя там все получилось. Вот, это было бы очень замечательно. Вот, если будут какие-то вопросы, ну или какие-то там подвижки, какие-то успехи, то пиши, делись, рассказывай, как оно там со Словенией. Я думаю, это хорошая страна. Я поддерживаю твой выбор. Вот так. Окей. Иванов Иван спрашивает, комментарий пишет: что там с работой? Роман К, приветствую. Привет. Что там с работой? В Словакии, ребят, ну что с работой? Как и во всех странах. Если вы специалист чего-то, то вы можете устроиться на работу специалистом куда-то и зарабатывать хорошие деньги, нормальные деньги. Вот. Если вы просто как бы, ну там, не являетесь каким-то профессионалом, ну, значит, вам придется работать каким-то просто рабочим, чернорабочим и так далее. Тоже можно устроиться. Но, конечно же, сложнее, потому что в первую очередь все-таки берется местное население. Да, есть такой закон, что в первую очередь принимается на работу. Я сейчас рассказываю про ту работу, которая наемный труд, да, то есть вы себя продаете как наемного работника и получаете за это зарплату. Вот. Можно устроиться, можно договориться, но опять же, если чем выше ваш уровень мастерства, если вы хорошо знаете язык, хорошо знаете предмет, то такая возможность есть. Вот. Если нет, то, конечно, сложнее. Вот. Насчет предпринимательства аналогично. Пойдет, не пойдет, это все тоже зависит уже от многих условий. Ну, например, вот я тренер по самообороне, да, в Словакии.
Как вы думаете, в этой спокойной стране нужна ли так самооборона, как она нужна, ну, в какой-то более агрессивной стране, например, типа в России, да? В Словакии одно время даже работал основатель Крав Мага, забыл, как его зовут, Имми Лихтенфельд, да. Так вот, в стране спокойной, ну, мои услуги как самооборонщик, они, в общем-то, пока не очень сильно востребованы. Но люди всегда есть, которые заинтересованы в этом. Может, их не так много, не в таких больших количествах, но э, можно, можно работать. Ну, в принципе, я сейчас тренирую, да, и можно расширить до там, уровня единоборств, потому что самооборона так или иначе это какие-то еще единоборства. Нужно бить, уметь рукой, ногой, там бороться, освобождаться от захватов и так далее. Также и касательно всего, мне кажется. Если вы предприниматель, и вы, опять же, мастер в этом деле, то вы можете, не знаю, вот пирожные выпекать, самые лучшие, самые вкусные, и так далее, и так далее. Что там с работой? Поэтому я сюда ехал не за работой. Иванов Иван, вот я хочу это подчеркнуть, я сюда ехал не за работой, и не за длинным там рублем или за длинным евро. Я сюда ехал просто оттуда, где я устал. Вот смотрите видео, Россия страна охреневших охранников, там все я рассказал, почему это уже стало невыносимо лично для меня. Я сюда ехал, чтобы наконец-то ну, жить нормальной жизнью. Спокойно, ничего никому не доказывать особо. Кто здесь крутой, кто не крутой, вот эти все вот агрессии надоели. Так что вот так. Дальше читаем. Следующий вопрос или комментарий. Вламур. В глубинке в России поспокойнее жить в последнее время. Кстати, за пару месяцев много москвичей по близлежащим областям разбежались. Ну, логично, логично. Вот подтверждение, как бы, да, к моему видео. Спасибо большое, да, ребят, кто написал, вот я сейчас поставлю вам сразу лайк. Вот я зачитал, да, сейчас комментарии, отвечаю, ставлю лайки. А пока народ собирается, потому что впереди нас ждет история одной моей такой, ну как драки, не драки, короче, такой битвы, да, где я палец себе повредил. Про розочку хочу вам рассказать, про бутылочную и про миф. Мол, бутылочная розочка, это очень круто. Я сам попробовал и как бы мне не понравилось. Итак, окей, дальше комментарий. Пишет Юрий Романовский. Правильно, лучшее, что ты сможешь сделать при нападении, это сбежать. Человек, обучающий самообороне, при наездах сбежал. В скобочках. Либо рыльца в пушку, либо просто трус. Вот он, наезд, да? Значит, Юрий Романовский пишет про какие-то наезды. Комментарий замечательный, я его заметил, но мне кажется, ты не посмотрел видео. Ну или посмотрел кусочек, то есть не полностью ты понял, о чем там речь, да, и сделал такой вывод. Я не понимаю, какие наезды, обучающие самообороне. Ну, то есть, опять же, миф на мифе буквально таки, да, и трусы там, и какие-то наезды, и человек, обучающий самообороне. То есть, видимо, Юрий Романовский думает, что тот, кто обучает самообороне, он не должен убегать. Ну, эту тему я тоже достаточно хорошо знаю, да. То есть, большинство людей считают, что это трусость. Убегать это трусость. Вот. А как раз я-то утверждаю, да и не только я, мои коллеги по самообороне, что первый прием самообороны это, ребята, бегство. Вы должны убегать. При наездах это или не при наездах, я не понимаю, почему здесь наезды, если я просто описываю ситуацию в стране, и никто, в принципе, не наезжает, а просто масса вот этих вот людей в форме оккупировала страну, грабит ее, и еще и из бюджета получает себе там всякие зарплаты и так далее, и так далее. Ради чего? Я вот об этом писал. И мне это было противно, а не то, что меня тут наезжал или не наезжал. На меня частенько наезжали, и я сам тоже частенько наезжал. Ну дело-то не в этом. Видимо, Юрию Романовскому, ну, наверное, юный возраст еще, может, какой-то. Я это понимаю. Какое-то такое мнение, вот у него очень такое романтическое, идеалистическое. Но все меняется, все с возрастом проходит. Человек может стать более мудрым и относиться к этому более так спокойно. Рыльца в пушку. Ну, рыльца в пушку, да, возможно. Я не говорю, что я какой-то там белый ангел, там, пушистый, и у меня нет каких-то темных сторон моей жизни. Да, конечно, есть, ребят, конечно. И может быть со временем, потихонечку. Дорогие мои подписчики, да, не забывайте ставить колокольчик, подписываться на мой канал, ставить мне лайки, комментарии, спрашивать меня, вопрошайте, ребята. И, возможно, вы узнаете всю мою историю, темную, светлую и так далее, и так далее. То есть, чем могу, тем поделюсь. Эпоха искренности от Макса Степанова. Так, либо просто трус. Вот тоже. Ну, мифическое, да. Ну вот, да. Если сбежал, значит трус. Ну, не очень логично все это, не очень разумно.
То есть, видимо, все-таки молодой человек. Да. Окей, ну, что мог, то ответил. Юрий Романовский, ты не прав. Ты не прав. Просто надо как-то вот посмотреть видео полностью, подумать, покумекать. И главное, а что... Сергей Черненко, привет. Да, тут мне надо выбрасывать из эфира, поэтому бывает такая пауза. И я вновь появляюсь и повторяю предыдущую фразу, чтобы как бы, да, речь была более связанной и понятна для вас, ребята, для всех. Итак, Юрий Романовский ответил. Вот еще написал Юрий Романовский, кто-то The Web Director. По твоим словам видно, что трус как раз ты. О, видите, как поддержка. Спасибо, The Web Director, тебе за поддержку. Спасибо, приятно. Ну и Юрию Романовскому тоже спасибо. Есть комментарий, кто-то даже лайк поставил. Ну, да, заради бога. Ребят, ну, все нормально. Все нормально. Предлагайте. Да, я вот про что говорил. Критикуешь? Предлагай. Окей. Дальше. Игорь Иванов. Быдло пупкарь. Берия отдыхает, Борман танцует. Игорь Иванов. Ну, комментарий такой интересный, но оставлю его без ответа. Не знаю, что сказать. Максим Шрамков. Рожки до ножки. Это уже под видео, где я показываю, чем бить, да? Как закалять. Бить кулаком. Так, окей, Романка. Народ не хочет ставить на аутсайдера. Это еще видео другое, уже охрана охренела. Это когда в магазине рассказываю случай. И что делать, когда охрана охренела, нагло, хамско себя ведет. Все ставят на привычного фаворита, а мы отступаем, пишет Романка. Отступаем с земли собственных предков. Да и остался ли еще тут народ? Хороший вопрос. Он найти друг друга не может, растерявшись среди отговорившихся между собой иноков. Ну, что тут сказать? Не хочет ставить на аутсайдера, но не хочет и не хочет. Не любит рисковать. А надо рисковать, и надо, ребята. Потому что если не рискуешь, дело не в шампанском, да, а дело в том, что когда вы к изменениям готовы, то вы выигрываете, как это не парадоксально звучит. А когда вы пытаетесь противостоять изменениям и задержать этот момент, ну, знаете, как законсервировать, да, то вот тут как раз я сравниваю это с динозаврами, понимаете? Динозавры погибают они не могут. Что-то приходит новое, и они ломаются. Они сначала сопротивляются каким-то технологиям, какому-то вообще прогрессу. То есть те, кто сопротивляется прогрессу, то есть бесполезно, мне кажется, сопротивляться прогрессу, нужно довериться жизни, особенно если это верующих людей касается. И меняться тоже вместе со средой, адаптироваться. Потому что, мне кажется, ребята консерваторы, которые не хотят видеть изменений, не хотят видеть что-то другого, да, вот новое для них, это прям вот страх вызывает. Это все, ну, вот, от страха, от того, что они привыкли, причем как дети маленькие, понимаете? То есть вы взрослый человек, вы можете рисковать, вы можете менять, вы готовы взять на себя ответственность. И тогда вы развиваетесь. А если вы стоите на одном своем и никуда не выходите из этой комнатки, да, как стихотворение Бродского, да, не выходи из комнаты, ну, что ж, так вы там и закиснете. Так, Роман, жуть, знакомая ситуация, это про армию. Согласен, психологически, тут, мне кажется, это про армию уже. Спасибо, ребят, за комментарий, да, вот лайки я тут уже поставил, еще вам поставлю. Так, окей. Теперь, смотрите, все просмотрел. Роман, как, кстати, да, ты сейчас смотришь, да? Так я и не увидел от тебя ссылочку на какого-то там ученого из 19 века. Почитать-то хотелось. Вот, что ж там за ученый 19 века, это что-то там у нас шла речь про истинных людей и неистинных людей. Да, и, кстати, интересно, Роман, а сам-то ты истинный или не истинный? Как разобраться вот в этом всем? Так, не отвечу на комментарий. Все, я вроде бы на комментарий ответил. Прям вот я молодец. Все. Про работу ответил, про глубинку, ага, прочитал. Все, поэтому что? Сейчас я вам расскажу историю. Историю, какую я обещал про свой палец большой, который я отрезал когда-то. Так, все собрались послушать эту сказочку перед сном.
Ну окейшки. Значит, смотрите, это было достаточно давно. Я был еще молод, может быть, лет, не знаю, 8 назад, да, там? Да, наверное, даже больше. Хотя, наверное, под 40 лет мне уже было. Короче говоря, я приехал на свою родину. Да, и в этот момент у меня как раз день рождения наступает. 31 мая, день рождения. Мы там, значит, веселимся, празднуем, поехали на озеро, искупались, уж можно было по купаться, шашлычок, пиво, там что-то еще. Вот. А потом пошли развеяться с папой в центр деревни такой, да, центр деревни такое, село, вот там, как это, клуб культуры называется, там магазинчики, и там любят тусоваться, значит, ну, молодежь, там музычку слушают, где-то в картишки какие-то играют, пьют вино, пьют пивко, покурят и так далее. Не знаю, чем вы поперлись, ну, знаете, бывает обычно такие все вещи, они, когда немножко выпившие, и хочется прогуляться, проветриться, с кем-то пообщаться. Так вот, я, да, Гедеон, привет. И подходя к клубу, я немножко отстал от папы, а папа пошел туда к клубу. Там кто-то встретил, знакомый, там привет, привет. Вот, а я зашел в магазин, говорит, там, пивка купить тебе? Купи. Все, я пошел в магазин, купил 2 бутылочки пива. Окей. Выхожу из магазина, подхожу к этому клубу. И что я вижу, друзья мои? Стоит папа, напротив него вот этот бугай, который запугал там в то время всю деревню. Звали его Костя, такой кучерявый, по кличке Кучерявый. Вот. Высокий, здоровенный лоб такой. И вроде бы как он там типа за местного такого авторитета в деревне. Всех там строит, все его там, значит, слушаются, он там всем рулит, что-то там такой смотрящий, короче, такой, не знаю, по деревне. Но смысл не в этом. Тут я к этому нормально отношусь. Ну, мало ли кто чем занимается, да? Кому как по кайфу, да, там живет. Смысл в том, что моего папу просто матом и так, и вот так, и нахер, и захер, и ты, блядь, короче, что-то от него требует, что-то там папа ему должен, то ли деньги, то ли что-то такое. Вот, я подхожу такой, говорю, Костя, типа, здравствуй, что за дела, какие тут, ну, что за конфликт, короче, что такая агрессия, почему такое? Разговариваешь так грубо с моим отцом, понимаете, да? Нормальный же вопрос, да? Когда ваших родителей обижают, мне кажется, вполне себе нормально влезть и разобраться, в чем дело, собственно. Вот. Но этот быкан, агрессор, не пошел на мирный разговор, на мирное общение. Понимаете, да? Он поворачивается ко мне и меня нахер. Ты иди ты по... Короче, очень грубо тоже меня посылает. Этот Константин Кучерявый. Высокий парень. Вот, окей. Ну, что делать, ребят, что делать? И поворачивается к папе, и опять на него, на отца, значит, тоже опять продолжает свой наезд, там, обсирает его, там, мат-перемат и так далее, и так далее. Чуть ли его там не бить собирается. Окей. Я захожу быстренько в клуб, мои действия какие. Если я сейчас начну его бить прямо у клуба, то кругом-то люди сидят, кучки разные, да, там, сторонники, еще чего-то такое. Всякое может получиться так, что я могу увлечься, да, этим, и не замечу какой-то засады, да, или какой-то группы поддержки с его стороны. Мало ли там какие-то фанушики, фанаты. Поэтому я забежал в клуб туда, подхожу к одной группе людей, там они что-то в карты играют, в другой группе людей, и говорю, ребят, так и так, вот тут Костя, короче, залупается очень сильно там, да, на моего отца, и мне надо с ним разобраться. Никто не против, говорю, если, ну, типа, ну, я сейчас с ними чисто так это, по-свойски, один на один. Все таки все нормально, все, нет проблем, братан, все. Вот, то есть я как бы заранее всех предупредил, почву подготовил, понимаете, это очень важно, да? Вот в такой среде, чтобы не было потом никаких храмцов. Вкратце ситуацию объяснил, выбегаю на улицу, была такая небольшая надежда, что, может быть, этот Костя одумался и уже ушел. Ну, знаете, настроение праздничное, ну, чуть-чуть так под мухой, как бы, приятный летний вечерок, вот. Но нет, нет, стоит там же, быкует, и меня такой ждет, ну, что ты там, меня поджидает уже. Вот, ну, я подхожу, говорю, ну, что ты еще здесь, говоришь, что ли? Ты что, блядь? Ну, короче, и я уже стал как бы, ну, агрессивно с ним разговаривать. Непередаваемый, да, так сказать, русский фольклор. А сам бутылка, у меня была бутылка из-под пива, в которой я отрезал небольшой палец. Вот с этим горлышком вверх, вот так вот я держу.
И я вот так, когда с ним разговариваю, ты что, говорю, еще здесь, Константин? Ты, говорю, вот зря сделал так, что здесь остался, как бы дождался меня. Тебе надо было уйти, у тебя был шанс. Вот я так бутылочку беру, вот как дубинку, да? И вот с ним разговариваю. А левую ручку так держу впереди. А бутылка у меня немножко опущена так, да? Вдоль тела. И он такой мне, а ты что мне типа там угрожаешь? И тянет ко мне свою правую клешню, насколько я помню. Правую руку ко мне тянет. Его тянется правая рука ко мне. Ну типа там, ты что там, да, за бутылкой или зачем он пытался меня там толкнуть, схватить. Я хватаю его правую руку своей левой рукой, а правой рукой с бутылкой, с дубинкой, бью его со всего маху по голове. Вот прям по башке. Бабам! Бутылка разбивается, стекло сыпется. Красота. А она не пустая, я же еще пью, это не выпил, там она полная практически бутылка. Этому парню хоть бы хны. Он не падает, он не засыпает. Я у него рубаю бутылкой. Полное пиво. У меня в руках остается уже стекло, вот это, розочка. Понимаете, розочка. Я одной рукой держу левой, а правой вот эта, значит, розочка начинаю вот так вот затыкать уже тоже в состоянии аффекта. Плюс под этим делом. Потом я чувствую, что у меня рука, кулачок, не держит эту бутылку. То есть просто вот это вываливается. Я это выбрасываю, конечно. Смотрю, у меня палец уже как обрубок вот так вот висит. Вот здесь сухожилие, это вот бутылочное стекло, когда розочка, оно вот сюда вот пошло. И вот так перерезал сухожилие, ребята. Видите? Отсюда вывод, друзья мои. Никогда не надо вам пользоваться розочкой, бутылкой. Если вы же ударили бутылкой дубинкой, она разбилась, выбрасывайте ее нахрен. И тогда у вас будут пальцы в порядке. Пальцы у вас останутся целые. А так вот такая ситуация получилась. Так вот, я его выбрасываю и просто начинаю бить его ладонями, кулаками, ногами. Он куда-то пытается уже от меня убежать за скамеечку, я прыгаю на скамеечку, ну, чтобы быть примерно ростом с него, он гораздо выше меня, да, на голову, наверное, выше. Хватаю его за голову, бью его головой об дерево, как я сейчас помню, да? Он опять куда-то от меня щемится, выбегает на асфальт, где я 3 раза провожу одну и ту же связку. Я делаю там 2-3 удара руками в голову, и потом правый лоу-кик, когда я немножко захожу за его спину, подсекаю его лоу-киком, то есть такой сметающий подсечки. Он падает, я думаю, ну все, наконец-то, блин, типа, я справился. Ни хрена, как терминатор он встает опять, и опять ко мне, опять я то же самое, встречаю его троечкой в голову, шаг вправо, смещаюсь в линию атаки, опять правый лукик, опять подсекаю. И так я делал, ребята, 3 раза. На 3-й раз я уже говорю, не вставай, Костя. Когда он уполз в кусты, тогда я уже успокоился. Папа при этом пытался меня постоянно оттащить, помешать. Вот он меня видел в таком состоянии 1 раз. Ну, когда я был в таком, в диком, так сказать, гневе, когда я был в этом, как называется, спортивная злость, или там, не знаю, ярость воина, да. То есть драки-то по сути не было. По сути было конфликт, наезд. С моей стороны попытка мирно это урегулировать. Потом я пытался как-то словами все это, да, убедить его, но на его протянутую руку ко мне я среагировал уже нападением. Такое встречное нападение. Ну и достаточно здоровый парень, я не хотел бы с ним там как-то бороться, возиться, там вести благородный поединок. Поэтому я сначала ударил бутылкой, потом там этой розочкой потыкал, потом руками, ногами, головой об дерево, поронял его на об асфальт. Короче, сильно его, ребята, побил. Вот, папа был просто в шоке. Особенно, когда я к нему повернулся, говорю, ну что, папа, еще по пивку, потому что тут эта бутылка как бы испорчена, мы не успели пиво пить. Вот, и мне еще надо было руку тут замотать, потому что кровь хлещет. Я снял рубашку свою белую, красивую, вот, пошел под колонку, это такая штука в деревнях, откуда вода льется, под большим набором, холодная. Засунул туда руку, промыл там все хорошенько, потом взял эту рубашку, моментально сюда, то есть основа выживания. Замотал себе руку, забинтовал, перетянул и здесь дырку закрыл. Ну, собственно, вот так. Парня этого забрали потом на следующий день, как оказалось, в больничку забрали. Там он лежал, его зашивали. Синяки, ушибы, какие-то переломы. Вот. Он типа как блатной парень, он типа не писал никакой заявы, но поскольку он в таком состоянии туда прибыл, поэтому как бы да, проинформировать милицию
ну, там, полицию, вот, о том, что такой случай произошел. Человек в таком тяжелом состоянии прибыл. И вот таким вот образом, друзья мои, когда я говорю про самооборону, что самый лучший бой это тот, который не состоялся, но я как бы повторяю слова многих известных великих мастеров боевых искусств, вот, и по молодости лет этого не понимаешь. А с возрастом потихонечку начинаешь понимать, что они имели в виду, когда у них за плечами уже вот столько опыта и столько вот агрессии и насилия, вот, и заявлений в полицию, это очень неприятно. Нету, видите, вот у меня левый палец, видите, работает вот сухожилие. Лайк, я могу вам лайк поставить. А вот правой рукой я так уже лайк не могу поставить. И этот палец у меня был просто, ну, как обрубок такой. Вот, и я через пару дней только доехал до Москвы и там пошел в больничку, где я обратился, да, за тем, чтобы мне палец опять пришили. Сухожилие уже ушел один кусок сюда, другой кусочек вот сюда ушел. Тянули, не тянули, не дотянули, вот столько им не хватило немножко, чтобы это сухожилие опять ну, зашить, сшить его вместе, соединить. И поэтому взяли кусочек вот отсюда, вырезали. Говорит, там нахрен не нужно, это сухожилие так бесполезно, атовизм типа. Вытащили отсюда кусок, пришили здесь, и теперь у меня сборное сухожилие вот на большом пальце правой руки. Что неприятно, конечно. Так, а теперь я вижу ваши комментарии. Я, как обещал, рассказал историю про одну из своих драк, которая закончилась печально для меня в плане здоровья. То есть я палец себе повредил, потом мне делали операцию, наркоз, несколько дней отходил, потом с пальцем таким я ходил, на перевязке, все это постоянно менял. Короче, очень достаточно тяжелая травма. Неприятно. И второй момент, то, что ну, было заявление, и полиция, так сказать, заинтересовалась этим вопросом. Это было очень неприятно. Я встречался там с отцом этого товарища, который наезжал и получил. Как же так? Да, и что ж ты так? В общем, тоже очень неприятные эти все разговоры с его родственниками. Типа, ну а как? Ну вот так. Да, кстати, очень интересный момент в этой драке. Смотрите, ребят, может вам потом пригодится. Когда я его бил, этого бугая здорового, я в это время кричал «брось нож». Ну так просто по наитию. То есть я убью и ору «брось нож». Для чего? Для того, чтобы со стороны очевидцы, свидетели, им казалось, что я защищаюсь от человека, вооруженного ножом. Понимаете, да? Чтобы они как бы были на моей стороне, и у меня как бы война искусства обмана. Поэтому вот я такую уловку использовал, и потом как бы на своих курсах тоже это рекомендовал, советовал, чтобы у вас потом в случае чего, потом как последствия какие-то там возникают, там как-то на это опереться. Типа у него был нож, мне показалось, что у него был нож, поэтому вел себя достаточно агрессивно, жестко. Так, окей, с этой историей закончили. По-моему, тут я все вам рассказал. Но если будут какие-то вопросы, то я могу что-то уточнить. Итак, Романка здесь, Сергей Черненко здесь, Гедеон Пелюгин, да, привет, здесь, Эльф 65, hello, hello. Так, Гедеон Пелюгин, как ударить розочкой и при этом не убить человека в драке? Ну, как раз я, Гедеон, ты, наверное, пропустил. Я только что рассказывал эту историю, где я воспользовался этой розочкой, и этот опыт был негативный, отрицательный. Поэтому из своего личного опыта, а не из киношного и не из книжек, я вам не рекомендую пользоваться розочкой и вообще как бы, ну, рассчитывать на этот вид оружия. Если у вас есть бутылка, она целая еще, вы можете ее использовать либо как дубинку, то есть ударить дубинкой, либо как метательный снаряд. То есть просто бросить ее, метнуть там, в лицо, куда угодно. Все. Когда бутылка разбивается и превращается в розочку, или вы специально разбиваете розочку, то кроме как угрожающего предмета, вы не сможете ее использовать. Потому что при ударе это очень хрупкий, ненадежный инструмент. То есть бутылочное стекло, оно же, это же не сталь, это стекло, понимаете? Оно очень острое и очень хрупкое в то же время. И когда вы начнете кого-то тыкать этим стеклом, оно рассыпется, расколется и порежет вашу руку. Поэтому на всех там шпагах, рапирах и нормальных ножах есть так называемая гарда, да? То есть такая штука, которая закрывает клинок и рукоятку разделяет. И закрывает вашу руку. Вот таким вот образом. Кроме того, когда вы бьете розочки, мне просто повезло. Я был в состоянии гнева, такого аффекта, да, такого, ну, гнев, ярость.
И хорошо, что я не попал ему этой розочкой куда-нибудь в сонную артерию или в горло. Понимаете, ребят? То есть, ну просто тупо повезло. Я куда-то там в плечо там его потыкал, как бы, ну, где не так опасно. Но на самом деле я его как бы и не видел потом. Возможно, где-то ему и в лицо там попало, еще что-то. Но если попал в сонную артерию, ребят, все было бы уже гораздо печальнее. Я бы вам, наверное, не рассказывал эту историю уже, да? А так все как... И, в общем-то, последствий потом не было. То есть там дело закрыли, все окей. Ты и этого парня, честно говоря, уже больше нет в живых. Я здесь ни при чем. Спустя какое-то время он там попал какую-то то ли в аварию, то ли что-то с ним, в общем, случилось. Так что вот так вот, про розочку, Гидеон. Забудь про нее. Не нужна она. Эта розочка. Потому что можно убить и потому что она может травмировать тебя. Так вот, ага. Ну и вообще вопрос такой интересный. Как ударить чем-то, блин, и при этом не убить? Ребят, тут на самом деле нет конкретного ответа. Как ударить и не убить? Это риск. Вы можете ударить, просто толкнуть его в грудь. Даже не ударить, а толкнуть в грудь. Он спотыкается или подскользнулся. Бьется затылком об асфальт. И опаля. Все, у вас есть труп. А вы не хотели этого. Поэтому все эти столкновения, вот эти вот, опять же, да, лучший бой тот, который не состоялся. О чем я вам и толкую. О чем и говорят все древние мастера там боевых искусств. И мы такие, когда по молодости думаем, что за фигня, что это старик несет? Надо бить сразу в рыло там, да? Ну, ребят, когда есть жизненный опыт и такие драки были регулярно, и вы понимаете, что они могут закончиться и так, и вот так, и еще вот так. Результат неоднозначный. И вы можете убить, и вас могут убить, и вы можете кого-то покалечить, и вас могут покалечить. И вы можете там, вас в тюрьму могут посадить. И, короче, такая канитель. А ради чего? Ради того, чтобы доказать, что я здесь крутой, я не трус. Это возвращаясь к комментариям, да? Что убегать нельзя. Что как при наездах, типа, там, убежать это трус. Ну и так далее. Вся вот эта вот мифология, вся вот эта вот романтика дурацкая, она приводит к тому, что ребята попадают в тюрьмы из-за того, что убивают других ребят в драках. И чаще всего это происходит в состоянии алкоголя. Потому что тогда тормоза ломаются и все. Так, Гедеон Пилюгин продолжает настаивать. Сейчас, секундочку. Почему? Ведь розочка может быть эффективной в уличной драке. Ну вот я как раз и рассказал. Откуда у тебя такое мнение, такое, ну, такая мысль, что она может быть эффективной в уличной драке? Откуда это? Наверное, какое-то кино или какая-то книжка. Возможно, Анатолий Тарас, «Боевая машина». Что у него там было про розочку? То есть, смотрите, вы меня сейчас слушаете, это хорошо, замечательно. Я делюсь с вами своим личным опытом. Но если вы, допустим, не согласны со мной, то это нормально, это вообще нормально. Вы должны сомневаться, в принципе. Но если вам кажется это здравой мыслью, вы с этим согласитесь. Если вам кажется, что это какая-то фигня, окей, пробуйте сами, все в ваших руках. То есть, но тогда не говорите, что я вас не предупреждал. Так, про розочку, понятно, да? А, какие последствия будут у него? У кого? Гедеон Пилигрим, поясни, пожалуйста, какие последствия будут у него? У кого? Непонятно. Так, Белов Дмитрий, привет, Макс, привет, Дмитрий. Про нож очень хитро. Да, вот такая ловкость, как это, военная хитрость. Просто там было темно, это же уже вечер, и непонятно, у кого там чего. И когда ты начинаешь агрессивно защищаться, самообороняться, я-то думаю, что не я же напал на этого человека. То есть я чувствовал за собой абсолютно вот, моральную правоту, то, что я на стороне добра, и я не делаю ничего плохого, я делаю только хорошее. Я защищаю своего отца, честь, достоинство, и, возможно, даже он там собирался, как бы это развивалось, если бы я не вмешался. Ну и, конечно же, он меня задел тоже. Тут же надо тоже понять, что я человек еще достаточно молодой, умею бить руками и ногами. На лице не видно, что я очень страшный человек, да, то, что я могу это делать, то, что я могу применять насилие и быть очень злым и агрессивным. И когда папа увидел это, ну, как бы я вам сказал, он был просто в шоке. Он потом пришел к маме и сказал: слышь, мать, у нас сын ненормальный, или как-то так, безумный, вообще, что-то такое. Вот такое было состояние. Поэтому я был молод, горяч, ну, еще там грустный праздник, блин. Немножко выпил. А тут этот, значит, лось, кабан, изволит хамить, грубить, чего я очень не люблю.
о чем я постоянно вам из эфира в эфир. И в каждом видео практически я говорю, там, ребята, уважение, вежливость, культура, блин. Вот. Поэтому про нож вот так. То есть я как бы дал себе такую некоторую, как сказать, ну, на потом, да, как бы, чтобы потом, если чего вдруг, ну ты понял, Дмитрий, о чем тут речь, да? Создал такой миф, типа я страха, брось нож, брось нож, брось нож. Хорошо работает. Спасибо за комментарий, Дмитрий. Оценил, очень приятно. Гедеон Пилюгин, она эффективна. Я считаю так. Гедеон, поделись, пожалуйста, своим практическим знанием, почему розочка бутылочная, ты считаешь, что она эффективна. Ну, то есть, на чем это основано? Вот. Романка пишет, я тоже думаю, что Миямото Мусаси больше был мастером травить байки про себя, по типу капитана Врунгеля или барона Мюнхгаузена, чем реально 100 тысяч противников зарубил мечом на дуэли. Я допускаю, что да, но в то же время, мне кажется, это был достаточно жесткий такой циничный боец. Ну, где-то преувеличил, почему бы и нет. Это нормально. Так, Эйфель 65 пишет, Грация. Грация, как ответить правильно на этом же языке? И тебе тоже грация. Гедеон Пилюгин, какие последствия будут у него? У кого? Гедеон, скажи, пожалуйста, у кого? У того, кто применял розочку? Ну, смотрите, это просто режущий предмет. Я так понял, что какие последствия будут у того человека, который применил розочку. И смотрите, что при этом могло случиться. Чего нет? Нет, вот. То есть, вот это знание, которое оно у тебя есть, надо понять, откуда оно взялось. Это может быть из книг, это может быть кто-то говорил, это может быть какое-то кино показывали. Но если так подумать, ну и опять же, вот мою историю, да, так немножко представить, как это все было, как угроза, да, стоп, Гедеон пишет, стоп. Я говорю, только как угрожающий предмет, все, больше ничего. Ну, сами подумайте. Хрупкое стекло, которое может травмировать ваши руки. Я вам показываю палец, прямо, вот смотрите, как близко, видите? Сухожилие перерезано, сравните. Вот левая рука, а вот правая рука. Видите? Шрамы, швы, оно вам надо? Хрупкое стекло вас может просто порезать. Вот вам и вся розочка. Сильный удар вы не нанесете все равно. Кроме того, оно еще же острое, и когда вы бьете, может попасть в сонную артерию, в шею, мне повезло, или в глаз, лишить его зрения. Не надо, ребята, розочкой пользоваться, как ударным инструментом. Только попугать, и все, и бежать. Еще раз вам про это напоминаю. О чем мне тут еще посудить? Гедеон, дорогой мой, я уже посудил все. Хорошо, что меня не посудили тогда, понимаешь, из этой розочки. Я тебе сейчас еще раз просто эту мысль подчеркну, что я, из-за того, что я использовал эту розочку, я мог бы присесть надолго в тюряшку. Понял? На зону. Присел бы конкретно, если бы тот чувак написал бы мне заявление. Все, закрыли бы меня, Максима Викторовича. Вот, и я бы там чалился от звонка до звонка. За что? Какого хрена? Просто потому, что, блин, ступил и этой розочкой кого-то там пырнул и убил его. И поэтому я уже как бы сейчас с высоты, так сказать, своего возраста, да, понимая это, умудренный сединами, видите, белая борода. Я вам говорю, ребята, не надо, не пользуйтесь этим. Добро лучше делать, добро, хорошо, спокойно, все. В крайнем случае, только в крайнем случае. Вот лучше вам кулаки, локти, голова, колени, ботинки. Это нормально. Розочка нет. И для вас она опасна, и опасна для вашего, так сказать, оппонента. Вот. Я действовал очень жестоко. Я этим поступком на самом деле не горжусь. Ну сейчас. Тогда, конечно, да, я чувствовал себя ни хрена себе такого амбала, такого кабана завалил. Просто его как пинал там, как так вот туда-сюда, и башкой об дерево, и этой бутылкой, и ногами. Ну, жестоко избил человека, вот. Конечно, по молодости это кажется ну, очень крутым поступком, да? А потом, когда смотришь, когда палец болтается, и когда тебе сейчас полиция тебя заберет, как-то становится уже не очень, это самое, не очень по фану все это, не очень по кайфу. Поэтому еще раз, ребята, вот просто я вам делюсь своим опытом, рассказываю. А ты, Гедеон, действуй, как тебе, ну, ответственно бери на себя.
Гедеон Пилюгин продолжает. Но представьте ситуацию, парень начал душить другого человека, и тут попадается розочка. Вот в том-то все дело, что розочка просто так не попадается. Она не попадается. Нету просто розочки так, она в природе не существует. Вот, и можно взять ее и ударить хулигана. Ну вот я бы не стал так делать. Я представил ситуацию, Гедеон, отвечаю на твою ситуацию. Прямо смотри, нормальный такой вариант. За что начальник? Ты про что, Дмитрий Белов? За что начальник? Написал Белов Дмитрий. Прошу уточнить. Если удаляются комментарии в нашем чате, я здесь ни при чем. Это в настройках YouTube, оказывается, такая штука есть, что они там удаляют какие-то, ну, по каким-то словам они отслеживают какой-то алгоритм. То ли они матерные, то ли какие-то грубые, агрессивные, и их там раз и комментируют, этот коммент блокируют. Вот я потом смотрю уже, потом после записи, ну, ничего там такого страшного нет, и я открываю эти комментарии. Вот, а сейчас я не могу. Поэтому, Дмитрий, пардон, если там комментарий какой-то заблокирован. Я здесь не при делах. Так, ситуация, смотри. Один парень душит другого человека, да? Попадается розочка. Во-первых, розочка не попадается, ты ее делаешь либо самостоятельно, вот так вот бьешь обо что-то об твердое, ну, я не знаю, какой-нибудь там, не знаю, бордюр, блин, там, да, какую-нибудь скамейку. У тебя получается розочка. Либо ты бьешь ее об голову, как в моей истории. Я сначала ударил человека бутылкой по голове, у меня получилась розочка. Что с ней делать? Ну, я вот так стал ей тыкать. К чему это привело? Я сказал, палец отрезал, я сам себе, и человек попал в больницу. Плохо? Плохо. Опыт есть? Есть. О чем я тебе рассказываю, делюсь. А тут смотри, если кто-то кого-то начинает душить, так зачем его бить розочкой? Просто сзади подойди, задуши этого, тот, который душит того. Вот и все. Смотри, один душит вот этого, подойди сзади, задуши вот этого. Вообще не проблема. Или схвати его за глаза вот так вот, оттяни его. Или просто ударил кулаком, не знаю, в бороду сбоку, он этого все равно не заметит. Подошел сбоку, за волос его оттянул, бамсом его в бороду дал, все, и человек как бы свалился с того. Зачем розочкой бить сразу, обязательно розочкой бить? Гедеон, посмотри, вот прям сначала вот то, что я тебе рассказывал, и еще раз повторяю, опасная эта штука. Можно без розочки обойтись совершенно спокойно. Да даже бутылкой бить тоже, я думаю, не надо. Хулиган вырубится, и ты убежишь. Да, еще раз, Гедеон, как ты розочкой сделаешь так, чтобы он вырубился? Это порезы ты только можешь оставить. Порезы. Причем на теле противника и на своем теле, на своей руке тоже. Все. Вырубить ты его никак не сможешь. Это как нож. Это не останавливающее оружие. То есть ты не можешь ножом ударить, остановить. Он будет какое-то время еще двигаться. То есть там... Он вырубится, если ты ударишь его кулаком в нижнюю челюсть. Об этом смотри, мое предыдущее там видео было. Да-да-да, предпоследнее. Про кулак, как его укреплять. Если будет твердый кулачок, все нормально. Это гораздо безопасней. Так, и ты себе вреда не... Вред ты нанесешь себе, Гедеон, не спорь со мной. Ты меня не слышишь. Я тебе рассказываю, Гедеон. Вред как раз тебе будет. Будет вред от бутылочки, от розочки. Ты порежешь себе пальцы. О чем я толкую с самого начала. Вот. Это просто пример. Ну вот я на твой пример как бы ответил своим реальным примером. Я бы ударил. Окей. Мы это уже обсудили. Гедеон, действуй, как ты считаешь нужным. Я себе вреда не нанесу. Ну, окей. Интересно, конечно, да, когда вот так вот. Это же целое, ну, можно философски задуматься об этом. Смотрите, когда более старшее поколение рассказывает младшему какие-то вещи, да, там делится своим опытом. Ребят, туда ходи, сюда не ходи, снег башка упадет, ну это все такое, да. Интересная ситуация, что я же ведь тоже был молодым, ну кого я тоже слушал, да. Это нужно какое-то особенное представление о жизни, чтобы ты мог все-таки прислушаться, опустошить чашку, да, как в дзен истории, да, ты должен опустошить свою чашку, свой разум, чтобы наполнить его новым содержанием. Если твоя чашка, сознание переполнена, ты уже не сможешь туда чего-то еще добавить, чего-то налить. Понимаешь? Рассказываю эту историю. Один раз к мастеру дзен пришел один умный, начитанный юноша, переполненный знаниями, он все знает, все, значит, он такой вот обо всем, да, видимо, Google, Яндекс, поиск, все, ютубчик смотрит. Но какой-то вопрос у него был к мастеру дзен. И он приходит к этому мастеру дзен и говорит:
Дорогой уважаемый сенсей, у меня есть вопросы. А сенсей ему такой говорит, подожди, подожди, молодой человек, давайте чайку попьем. Берет чашечки, ставит эту чашечку и наливает чай этому, значит, молодому человеку. Льет чай, и чашка наполняется. Чашка уже наполнилась, а мастер дальше льет. Вода начинает, чай выливается из чашки, разливается по столу, а мастер дальше льет. Пока молодой человек не закричал, мастер, что же вы делаете, ведь чашка переполнена. А? Знаете такую историю? На что мастер ему сказал, так же твоя голова, говорит, переполнена, и я не могу туда ничего добавить. Все это будет выливаться наружу и не задерживаться внутри. Поэтому сказка ложь, да в ней намек добрым молодцам. Чашку можно, чтобы было опорожнять и вновь наполнять. Это прекрасно. Прекрасно. Потому что, знаете, есть такая еще пословица, на каких ошибках надо учиться, на своих собственных или на чужих. Это, конечно, идеалистическое представление, что мы можем учиться на чужих ошибках, такие умники, а на своих собственных мы не можем учиться. Да и так не бывает на самом деле. Поэтому получается всегда комбинация вот этих вот ошибок. Опять же Пушкин здесь нам, да? И опыт, сын ошибок трудных. Представляете, Пушкин как мыслил? Ошибки ты делаешь сам, и так учишься. Но ты смотришь ошибки и других тоже чужих. И тогда меньше тебе приходится совершать своих ошибок собственных, да? Когда ты учишься от других. И потихонечку, чем ты старше становишься, тем ты меньше допускаешь своих личных ошибок, хотя это нормально. Вот, и учишься на чужих. Вот так. А так, чтобы сразу учиться на чужих, так, конечно же, невозможно. Так, это я немножко отошел в сторону от того, что Гедеон Пелюгин настаивает на том, то есть я рассказал историю про розочку, что это, в принципе, вредная вещь, и не надо ей пользоваться. А Гедеон, ну, нравится ему вот розочка. Так, и он утверждает, что он, конечно же, не нанесет никакого вреда, и все будет хорошо у него. Ну, как говорится, дай бог. Романка пишет, а чем сейчас увлекаешься? Я, например, прикипел с 78 года, ого, к настольному теннису. Это веселее самообороны. Ну, это же, да, это разные вещи. Так, но конфликтные люди часто встречаются. И от досады ракеткой могут бросить, или был вот недавно случай на моего напарника, пацана. Его соперник вдруг, нахмурившись, наехал. Мол, еще раз улыбнешься, я тебе... Я заметил, что на теннис не драться ходят. Про чашку знаем. Маслова читали, да, это Маслов, потом есть хорошая книга, это новая была, Абаев, Чай буддизм, отличная книжка. Вот там и Сутра шестого патриарха, ну, короче, да, в свое время я очень сильно все это дело изучал, увлекался. А вот и новый, повторю вопрос Майка. Майк спрашивает, что вы можете сказать о Бушинкай в плане самообороны? Вот теперь бы надо, знаете что, Майк, поподробнее немножко уточнить, что такое Бушинкай? Бушинкай, то есть что это? Кёкушинкай, я знаю, карате, да? Потом я знаю, ну, в общем, я знаю разные японские слова, но вот Бушинкай, это, наверное, какой-то стиль, да, чего-то, да? Наверное, я ничего не могу сказать конкретно, просто не помню название. Их же много. Я когда учился в институте физкультуры на тренера-преподавателя, и у нас была дипломная работа, я взял, что-то писал про карате, короче говоря, про карате я писал. И на тот момент, это было давно, я насчитал 500 стилей карате. Карате, 500 стилей, которые раньше, которые позже, и самые современные. Ребят, поэтому Бушинкай, Кёкушинкай. Я могу сказать, что ну, Буши, наверное, воин, Кай это какое-то типа сообщество. Все, больше я ничего из этого слова не могу. Поэтому, Майк, я прошу уточнить про Бушинкай, что это такое, к чему это относится, это ударные виды, неударные. То есть это что-то типа карате или это какой-то джиу-джитсу. Вот. И все, и в принципе я даже не знаю о том конкретном стиле, о каком ты вот сейчас говоришь, Бушинкай. Я могу сказать, что для самообороны годятся те стили, которые наиболее
ну, прикладные, тотальные в плане использования своего тела. Чтобы там была и ударная техника, руками, ногами, головами, локтями, вот всем чем угодно. И на разных дистанциях, чтобы они работали, понимаете? Это не как винчунь, там встали вот определенную дистанцию, они там работают. Или айкидо. То есть есть виды единоборств достаточно условные, где прорабатывается, хорошо прорабатывается, очень активно, прям плотненько, методики, класс. Ну типа бокс, только руками, выше пояса. Окей, вот такой вид спорта, все нормально, четко. Лучше, так сказать, в ударной технике рук. Там, не знаю, винчунь. Угу. Четкая дистанция вот такая, и работают легкие руки, как бы там центр занять, уйти, сбить и так далее. Имеете представление? Имеете, окей. Что там еще? Тэквондо. Супер, работа ногами. Ну, дистанция уже вот такая, не винчуновская, не боксерская. Прекрасные всякие вертушки, челноки, движения на ногах, баланс, координация, высокий удар ногами. Классно, красиво, здорово. Но которое должно в себя включать все. То есть такой, знаете, как это, рукопашный бой, который включает в себя все. А у нас получается это как бы так кусочки, это фрагменты. Возможно, в Золотом веке существовало такое единоборство. Ну, типа Панкратион, помните, как в Древней Греции, да? Когда можно было и бороться, и бить, и руками, и душить, и кусать, и что-то там еще, что-то такое. Вот это, да? И потом, это нормально. Каждый взял свою дисциплину, и сказал, вот это вот самое крутое, я буду бить только руками, и пошла отработка, наработка, накопление опыта в этом направлении. А вот мне ногами. И пошли вот в этом направлении двигаться ногами. Да наши деды воевали ногами, и мы тоже будем воевать ногами. Ну, вот, понятно, да? И поэтому вот так это накапливается. Это, в принципе, ну, нормальный подход. Вот такое развитие, да? Было что-то одно, потом стало разделяться, потом опять совмещаться. Опять эпоха ММА, да, смешанных. Mixed Martial Arts. Все смешивается, все проверяется. Ты ногами, окей, а я руками. Я борец, ты там что-то еще умеешь. Тайский боксер. А про то, что годится для самообороны, поскольку ситуация самообороны разнообразная и неизвестная, то лучше всего уметь всего понемножку и на разных дистанциях. Вот. Ну и плюс, конечно же, дело самое главное в самообороне, это не только приемы рукопашного боя, какие бы они ни были, и они должны быть наработаны еще, прям четко наработаны, но и дело в психологии, в понимании конфликта, э, и желательно лучше вот, как бы вот такими мирными, да, ассертивное поведение, как сделать так, чтобы предотвратить эскалацию конфликта все-таки, вот я так думаю. И, конечно же, в единоборствах нету внимания, акцента на первый прием самообороны, это бегство. То есть нужно иметь смелость, не трусость надо иметь, чтобы убежать, а нужно иметь смелость, чтобы убежать. Вот подумайте об этом. Потому что обычно люди не могут убежать именно из-за трусости, потому что, а что про них подумают другие? Нету того мужества, той отваги, да, чтобы взять и сделать что-то. И поэтому они стоят дальше и пиздюлей получают. Так, про Бушенкай. Мгм. Гедеон, если бы эта ситуация случилась со мной реально, я бы ударил розочкой, если бы была возможность, к примеру. Ну, да ради бога. То есть, это такие фантазирования, если бы ДКБ там, вот об этом-то речь. Я предупредил, я рассказал, что мой опыт негативный. Скорее всего, если ну розочкой ты ударишь кого-то, то это будет непредсказуемые последствия. Майк, я сам не совсем в курсе, это стиль джиу-джитсу. Ну, я вот что-то так стал да, догадаться, что это джиу-джитсу, бушинкай. Или дзюдзюцу. Джиу-джитсу или дзюдзюцу, ребята, это не имеет как бы такой, знаете, четкой, как, здесь нет, не надо быть граммар нации. Типа нужно говорить кёкушинкай, или кёкусинкай, или сётакан, или шотакан. По барабану. Обычно те, кто начинают придираться к произношению, ну, типа там, они говорят, японцы не говорят шотакан, да херушки там, говорят. Я же был на семинаре пару раз у крутого японца, э, звали его, фамилия Сасаки. Вот, и такой японец, такой здоровенький, такой бугай, у него база дзюдо, а потом он перешел в карате, шотакан. И вот он нормально говорил букву, это звук ш, вполне себе произносил. Поэтому джиу-джитсу, дзюдзюцу, все это просто разные, так сказать, варианты произношения. Вот если люди занимаются этим, они не запариваются над этим, как это называется. Неважно, как это называется. Это все. Так что тут не надо переживать.
Что еще? Если это джиу-джитсу, то значит это больше борцовское боевое искусство, которое основано на захватах, на болевых приемах на разные конечности, на разные суставы, типа запястного сустава, да, видите, ристлок, и на пальцы. Самые слабые, кстати говоря, суставчики, это пальцы. И там есть даже целый раздел в айкидо, в джиу-джитсу или дзюдзюцу. Называется йобидори. Это болевые воздействия на суставы пальцев. Потому что самый крупный сустав, смотрите, это плечевой, да, потом локтевой идет, потом запястный сустав. И в конце концов, самые маленькие суставчики, самые, значит, хрупкие, уязвимые, это пальчики. Поэтому пальчики можно, да, делать больно, или ломать, вывихивать и так далее, и так далее. Поэтому и полицейские, кстати говоря, они больше используют именно борцовские техники, приемы из джиу-джитсу, нежели, конечно же, из бокса, потому что задача полицейских это задержать, конвоировать, пресечь, куда-то доставить, связать, обезвредить, обездвижить и так далее. Гидеон Пелюгин пишет, когда у вас будет следующий стрим после этого? Ну, смотри, я стараюсь по вторникам, четвергам отвечать на вопросы, комментарии ваши читать, тут же отвечать. Ну, то есть такой общение, разговор. Вторник, четверг. Дело в том, что сейчас у меня появляются уже тренировочки, у нас тут карантин ослабляется, поэтому можно стало заниматься, и пошли ученики, которых я тренирую, и поэтому, наверное, на вечер я буду теперь передвигать наши стримы, наше с вами общение в Ютубе. Вот. А по субботам я также читаю книгу. Ну, буду стараться, по крайней мере, придерживаться такого расписания, Гедеон. Так что по времени точно не знаю, но дни вторник, четверг, суббота. Вот. Так что будь начеку. Я буду... Белов Дмитрий пишет, ударишь розочкой, потом будешь кричать на продол. За что начальник? Ну да, я понял. Спасибо за пояснение, да. За что начальник? Потому что, блин, это чревато, конечно, бить острыми предметами других людей. Потому что, с одной стороны, человек достаточно живуч, как вот в моем случае оказался, этот парень просто выжил, да? Вот. А с другой стороны, очень хрупок. Сонную артерию зацепил, или горло, или бедренную, и все. Кровь вытекает за несколько секунд. 5 секунд, 10 секунд. И все, от потери крови человек умирает. Гедеон, почитай просто, посмотри в интернете, что бывает, если вот эти кого-то режущие ранения, и что бывает от потери крови. Так, Романка, какие еще увлечения у тебя сейчас есть? Может, семья есть? Семья у меня, конечно же, есть. У меня 4 детей. Роман, спасибо за вопрос. 4 детей от первого брака. Сейчас я уже вторым браком, так сказать. И, ну, 4 детей мне вполне хватает. Один сын со мной сейчас. Здесь в Словакии живет. Остальные, значит, попозже заберу. Сейчас немножко сам тут обустроюсь. Увлечения какие? Я люблю книжки читать. А так кино смотрим. Сериалы. Там, не знаю, какие-то фильмы. Ну, такие не развлекательные, не мордобойные. Тут уже я не могу там рассказать, какие мордобойные фильмы. Давно уже перестал смотреть. Мне больше нравятся какие-нибудь психологические фильмы, какие-нибудь философские фильмы. Вот такие какие-нибудь драмы. Там, ну, такие вот интересные, да. Или даже если они веселые, но такие, что были с какой-то все-таки мыслью. Например, мне понравился сериал, достаточно забавный, «Удивительная миссис Мейзел». Сериал. Свежий сериал, такой американский. «Удивительная миссис Мейзел». Это про девушку стендап-комика. Ну, короче, та, которая выступала, как это, пионер, да, в стендап. Очень интересно. Веселый такой сериал. Но в то же время там есть очень интересные такие грустные философские моменты. Так, это то, что касательно увлечений. Ну а так еще вот увлечение у меня сейчас, видите, какое новое появилось. Дело в том, что я уже 13 лет веду свой канал на ютубе. И я что-то, говорю, про это даже забыл. Это даже ничего такого еще. А недавно, вот карантин начался, да, когда я смотрю, у меня там под 40 тысяч подписчиков. А я там уже полгода не появляюсь в ютубе здесь с вами, друзья, подписчики. Ну, это там переезды, то, все, вот эта сумятица вся, да. То есть я же покинул, так сказать, Россию, пока приехал сюда, здесь пока обустроился, одна квартира, вторая квартира, то есть все не так просто.
Поэтому, конечно, не до этого. И полгода. И теперь еще карантин. Бум, ну, меня как бы подвинул к тому, что вот мое увлечение. Я сейчас с вами общаюсь, делюсь с вами. Вот, недавно мне интервью с Евгением Кирилловым из «Боевых ботаников» делали. Вот, и он меня тоже спросил, 13 лет, говорит, ты уже на ютубе? Тебе не надоело это вся самооборона? Вот, и вот так, оказывается, 13 лет. Да, ребята, пользуясь случаем, хочу передать всем привет и сказать, что вы можете меня поздравить с днем рождения в воскресенье 31 мая. Так, про увлечение. Сказал. Гедеон Пелюгин, посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь комедии. Вот, как раз я не знаю, сейчас вот я говорил Роману-ка про то, чем я увлекаюсь, и мне понравился сериал комедийный, классный сериал. Посмотри, «Изумительная миссис Мейзел». Тебе должно понравиться. Там, конечно, главный герой, героиня женщина, но очень круто, очень мне понравился. Еще мне понравился сериал, ну, как бы комедийный, но на самом деле очень такой, где-то местами тяжелый. Там играет Джим Керри. Название я, наверное, не вспомню. То ли шутка, то ли... «Шучу». По-моему, так называется. Сериал «Шучу» с Джимом Керри. Вот такой. Тоже свеженький, тоже там про юмор, про то, как человек попал в такую ситуацию, когда он суперзвезда, от него требуют рейтинги, а он уже начинает подустал, у него кризис среднего возраста уже все, у него начинается это накапливаться, такая драма вместе в перемешку с комедией, там очень круто. Итак, такие смешные сериалы я сегодня вам советую. «Изумительная миссис Мейзел». Это про смешную такую женщину, у которой непростая судьба. И смешной сериал «Шучу» с Джимом Керри. Вот такие вам посоветую, ребята, комедии. Так, Гедеон Пелюгин. Я считаю, что насчет розочки вы не правы. Да я уже понял твое мнение. Но это твое мнение, понимаешь? Ну я не прав. А ты прав. Ты так считаешь. Понимаешь? Почему ты так уверен в этом, если у тебя таких случаев не было? Понимаешь? А у меня такой случай был. Я тебе просто поделился. А твое дело уже там оставаться при своем мнении, либо его как-то изменить, прислушаться. Тут ты можешь считать как угодно. В том-то и дело, что мы можем оставаться при своем мнении, и это нормально. Но понимать, что есть другое мнение, у других людей может быть другое мнение, как бы, и просто отнесись к этому с уважением. Или спокойно, нейтрально. Я не собираюсь тебя переубеждать. Я просто поделился своим опытом и рассказал, по-моему, доступно и понятно. Ребят, кто там услышал эту историю про розочку, можете тоже добавить свои комментарии. Типа, вы бы розочкой воспользовались или нет? Или у кого-то были такие случаи с розочкой, хорошие, удачные, которые вам там... Вот, у меня вот был такой случай. Я также могу вам сказать историю про то, как я, например, не рекомендую бить человека коленом в голову. Это, опять же, мой личный опыт. И он был не один раз. Если с розочкой мне хватило одного раза, и я понял, что это достаточно опасно для меня, опасно для оппонента, и не стоит этим пользоваться. Тут я палец себе отрезал. А когда я бил коленом несколько раз, то у меня колено потом очень сильно, так сказать, оно было травмировано. Видимо, мое колено не предназначено для того, чтобы бить в твердые кости черепа. Как оказалось, лицо человека, оно очень твердое и костистое. И все такое вот, оно вот, скулы торчат, брови, то есть оно такое ребристое, оно не ровненькое, это не как мешок или боксерская груша. Вот такое открытие. Поэтому прислушаться вам к этому или не прислушаться, пробуйте сами, берите на себя ответственность и действуйте. Но дай бог, что тебе это не пригодится, да? Так, насчет розочки. Гедеон Пелюгин, как-то это прям на розочку. Я хочу просто понять, почему я тоже в свое время, эта розочка, думаю, розочка, откуда это все берется, эта мифология, вот эти мемы, откуда они в голове оказываются, это очень интересно. Почему-то представляется кем-то таким очень сильным оружием, откуда не помню. Но мне кажется, раньше я тоже относился к розочке с неким таким пиететом, таким как бы, ничего себе, розочка, как-то. Ну, вот если просто логически подумать, что ты этой розочкой сделаешь? Вот так, если порежешь на нее, так, вот так, да? То есть даже нож, и то он там может соскальзывать, там, да, там на пальце и так далее. А тут розочка. Ну, короче говоря, просто попробуй, да. Окей. А, Романка пишет, надо посмотреть, вечером посмотрю.
Да, посмотри, хороший фильм такой интересный. Я надеюсь, понравится. Спасибо. Так, Гидеон пишет, спасибо. Пошел смотреть. Окей. Так, Романка, по-моему, с розочкой можно залететь. И вообще полицаи не любят крови. Кто в крови, тот всегда у них жертва. Да, абсолютно верно. Кто в крови, тот всегда жертва с точки зрения, ну, правоохранительных органов. Ну, потому что это даже естественно, это понятно. То есть, смотрите, приезжает полиция, один человек чистенький, а другой человек весь в крови. Понимаете, какая картинка? И, конечно же, тот, кто в крови, он выглядит очень, как бы, жутковато, как жертва. Типа его обидели, он пострадал, он потерпевший. А на самом деле все могло быть вот изначально ситуация проходить, как все начиналось. Потому что тот, кто напал, а потом оказался в крови, он превращается потом в жертву. С точки зрения полицейских. Ну, короче, в России нету презумпции невиновности. Понимаете такую штуку, да? То есть нужно доказать, точнее, вы не обязаны доказывать то, что вы невиновны, то, что вы не виноваты. Такая презумпция невиновности. Но, увы, у нас это не работает. Поэтому будьте осторожны. Какие розочки, вы что? Только что рассказал. Так, Романка продолжает. Кто-то при нем рассказывал про то, как он розочкой целую армию пописал. Может быть, вот может быть. Такие байки, мне кажется, это все-таки байки. Или, возможно, я допускаю, что в каком-то проценте случаев у кого-то это получилось, и он не отрезал себе пальцы. Кого-то там полоснул, и у того начала кровь. Но это же просто порез. Что может за этой розочкой сделать? Это глубокие она рана не несет. Как можно остановить? Как можно сам... Ну, я не понимаю. Но красиво звучит, да. Типа, блядь, попишу всех, сука, нахуй, бля, не подходи, порежу, порешу. Ну, вот это звучит очень так ярко, так зрелищно, так сочно, с розочкой, так, разбила. Так. Может быть, такое отношение уважительное к розочке идет из нашей какой-то вот этот, субкультурной вот этой вот криминальной субкультуры. Нам это нравится, у нас же практически вся страна пропитана этими понятиями, там, опустил, унизил, там, пацаны, порешали вопрос, там, перетерли. Вот эта вся вот хрень, она же все ауе, короче, ауе. И все это где-то в голове сидит, блин, розочки, блин, хренозочки. Это, я не знаю. Так, а вот и Даниил Ли. Розочки чаще всего в шею пытаются угодить. Вот, вот, вот. А я рассказывал в истории, что как раз вот этой розочкой я куда-то и бил его туда. И мне просто повезло, что я не попал туда в какие-то уязвимые места, типа сонные артерии. Вы понимаете, что такое сонная артерия, друзья? Это, это ток, понимаете, это провод, по которому идет кровь и кислород несет в мозг. И под большим напором достаточно. То есть, если перерезать вот эту вот сонную артерию, либо здесь, ну, тот удушающий прием, да, тоже самое сонная артерия передавит. Все, ребята, кровь вот так хлещет фонтаном. И человек засыпает. Очень быстро, очень быстро. Если эту дырку не заткнуть, как-то не зажать, не успеть. Все, истекает кровью. В шею, вот. А здесь горло, трахея. Видите? Болевая точка, про которую я говорю людям, которые ну, хотят понять, что такое самооборона, такая, самые такие эффективные приемы. Я говорю, глаза, горло, гениталии. Это те точки, которые находятся, видите, ничем не защищены. Хоть зимой, хоть летом, в любое время года. И у любого человека, любой комплекции, любого уровня подготовки. Вот такой Шварценеггер, блин, или он наоборот худенький. Эти точки самые уязвимые, потому что их не накачаешь никак, глаза никак не накачаешь, и они легко повреждаются. Понимаете, это слизистая глаза, вот он глаз торчит. И он этими глазками смотрит, он их никак не спрячет, он не сможет вам, преступник, приблизиться, не глядя на вас. Понимаете? Поэтому глаза всегда при нем, всегда это больно, еще и страшно. То же самое горло, видите, трахея. Здесь вы мышцы можете как-то накачать, укрепить, но трахею, она не закрыта никаким мышечным слоем. Видите, все открыто. То есть есть вот я опять перезагрузился у меня ютубчик. Смотрим. Вот, и розочка чаще всего в шею пытаются угодить. Чтобы туда не попали, закрывайтесь плечами, прячьте подбородок,
И таким образом будете горло прикрывать, а плечами будете закрывать, видите, сонную артерию, трахею. Эйфель 65. Кутак Баш пишет. Эйфель. Я не понял, сам ты кутак? Или что мне сказать на это? На каком это языке? Ну кутак, кутак Али. Сам ты кутак Али. Вот. Это тюркские языки. Я вспомнил, да, я служил в армии, в советской, потом в российской. И поэтому я знаю немножко узбекский язык. Ну так, трошку. Типа чекшбер. Вот. И азингесский джаляб. Вот такие познания у меня узбекского языка и других тюркских народов. Поэтому не ругайся, дружище, не надо. Вот кутакбаш. Так. Ну что вам еще рассказать? Фильм вам посоветовал. Про историю свою печальную посоветовал. Что розочку не используйте. Плохо это. Резать человека другого живого. Может плохо закончиться для вас. На своем личном опыте вы убедитесь в том, что лучший бой это тот, который не состоялся. Потому что даже если вы удачно, прям успешно там самооборонились, самооборонили вашего противника и победили, чувствуете себя чемпионом, блин. И даже если вы не получили ранений от него, но вы получили ранение от того, что вы сами били его, потому что наше тело человеческое, оно все-таки хрупкое и ранимое. Понимаете, сколько раз вылетают, вот кто дрался, кто имел опыт, так сказать, драк, да, что чаще страдает всего, вот, когда вы после драки, когда вы не получили, но били кого-то. Ну-ка, вопрос. Конечно же, это кулаки страдают, что большой палец выбивается, да, в драке, попадает куда-то большой палец и сустав. Вот, мизинец тоже слабая кость, вот эта вот кость ломается частенько при ударах. Поэтому при боковом ударе я не рекомендую бить горизонтальным кулаком. Потому что, смотрите, если вы промахнетесь, то вы попадете мизинцем. Ну и все, и мизинец у вас сломается. Сам я мизинец не ломал, но у меня были ученики, два ученика и два перелома мизинца. Один ученик, значит, бил кого-то на улице голым кулаком. Тот немножко так оттянулся. То есть, вот борода, он его бил в бороду вот таким боковым. Тот немножко оттянулся, и он попал ему мизинцем. Сломал мизинец, потом ходил с гипсом. А другой ученик, на тренировке у нас были спарринги в боксерских перчатках, со шлемом там. И он, значит, тоже так вот бил. Ну и тот вот так наклонился, лоб подставил. Все, то же самое мизинца нету. Ну, как бы, кость это сломана. Так что, ребята, бейте вертикальным кулаком, потому что в таком случае, если человек отклонится назад, вы просто промахнетесь. И ваш кулак останется в порядке. Я о том, что наше тело все-таки оно достаточно хрупкое и уязвимое. И даже если вы не пропустили удар от нападающего, во время ваших ударов вы можете травмировать все кулаки, пальцы там, и так далее. Или, допустим, лоу-кики те же самые. Прекрасная, конечно, вещь, замечательная такая, профилактическая. На лице никаких синяков не остается. Вот. Но потом нога вот такая опухшая, вот где голень, там лодыжка, она может после этого опухнуть. Я уже не говорю про коленный сустав. Я пару раз приходилось бить коленом в голову. Ну, знаете, берешь голову, натягиваешь на коленочку, шлеп, как в тайском боксе, да? Все так прекрасно, замечательно, конечно, с точки зрения там сильный удар, мощный, там бедро, масса тела. Вот, и человек такой расплющенная физиономия. Но на следующий день, ребята, не знаю, как вы, но я не мог ходить. Я не мог наступать на эту ногу, потому что колено распухало раза в два, в три. Ну, такая слоновая нога. Поэтому ни в коем случае я себе зарекся бить колено в голову. Не надо, не надо. Лучше сделать шажочек назад и ботиночком хорошенечко запульнуть в эту буйную головушку, если он еще представляет опасность для вас. Так, Гедеон. Пилюгин спрашивает, а какие последствия будут у хулигана, если ему расцарапать глаза? Так, интересный вопрос, кстати говоря. Не буду тебя стараться сейчас убеждать. Я не медик, который вот хирург в экстренных случаях там работает.
Не знаю, но мне кажется, глаз достаточно сильно укреплен там в голове, чтобы вот, вы знаете, как глаз, чтобы вывалился там, или выцарапать, его достаточно сложно. Но само движение вот по глазам, это царапка, да, о которой идет речь, оно раздражает слизистую, глаз начинает слезиться, там все вот так в тумане, я просто из своего личного опыта получал пальцами по глазам и на тренировках, ну, чаще всего, да, на тренировках, причем даже от маленьких детишек, пальцем в глаз попал, все, это очень больно, слезится, туман, и ничего не видно. Это очень неприятно, да, вот пишет Гедеон, это очень неприятно. Мне кажется, таких особо жестких, ну, суровых последствий в этом случае не будет. Если там ткнешь его в глаз или надавишь на глаз, ничего такого не будет. Ну, не так уж это опасно. Вот. Поэтому, если ты защищаешь свою жизнь, свое здоровье, честь, то глаза, царапки, вот такие, да, можно вот так ткнуть пальцами в глаза, можно так, можно одним пальцем, вот или вот так вот, да, туда, или расцарапывающим таким движением, вот так вот когти сделать, вот так. То есть тут очень важно понять, а чем вы наносите, ну, вот эту царапку или чем вы давите на глазки. Если вы подушечками пальцев давите на глаза, ну ничего не будет, ничего не будет. Это как раз вот спрашивают, а что если я его там надавлю на глаз или я его ударю, и он больше разозлится? Конечно, он разозлится, если вы его ударите неправильно или будете выдавать ему глаза, не больно для него и не опасно. Конечно, он разозлится. Поэтому, если вы делаете какой-то прием, вы делаете его нормально. Поэтому вот, прямо вот засовывайте туда, как ногти, как когти. Так, Гедеон Пелюгин, неприятно движение. И можно бахнуть розочкой. Поклонник розочки. Гедеон Пелюгин, поклонник, фанат бутылочной розочки. Куда бахнуть розочкой? Подожди, может мы вообще о разных вещах. Гедеон Пелюгин, ответь мне, пожалуйста, что такое розочка в твоем понимании? Давайте как-то у ученых, да? Дорогие коллеги, давайте определимся по понятиям. Что вы имеете в виду под словом розочка? Вот что это такое? Вот, у меня бутылочная розочка, это остатки, обломки бутылки какой-то, да, стеклянной, с горлышком. И что там торчит? Вот я про это. А розочку уже бахнуть невозможно. Но это бутылка разбита, да, бутылка разбитая, где горлышко и такие торчат острые штуки, да? Так вот этими острыми штуками ты уже не бахнешь. Это называется колющий, режущий предмет. Им можно либо порезать, либо уколоть. Понимаешь, да? Ну как ножом. Можно наносить режущие движения, а можно делать уколы. Окей. Тут мы понимаем, да? Но, смотри, нож это сталь, это крепкий материал. А розочка это кусочки стекла, не закрепленные, очень плохо и плохо, ну, держащиеся в этой розочке, в руке. И к тому же, смотри, почему еще гарда здесь на ноже? Чтобы клинок, чтобы рука не сползала с рукоятки на клинок, и чтобы ты сам себе пальцы не порезал. Понимаешь, о чем я говорю? Смотри, вот нож, допустим, нож. Вот у нас клинок, а вот у нас рукоятка. И когда здесь нету гарды, такое перекрестие, то наша рука при ударе в какую-то твердую плоть, рука может сползти, особенно если там в крови, там поту и так далее, и так далее. И мы можем так травмировать себе руку о лезвие ножа. Understand? Поэтому здесь сделана еще гарда. Чтобы и сюда, отсюда ударов не пришлось, да, по пальцам. И чтобы рука не сползла сюда во время удара. Потому что это будет твердая ткань, которую нужно протыкать. Сопротивление. Вот розочка для этих случаев вообще не годится. Не резать, не колоть. Уж слишком, так сказать, хрупкая там субстанция. Все. Пугать можно. Розочка страшная штука. Я лицо порежу сейчас. Вот и все. А что сосной будет после розочки? Пишет Гедеон. Что сосной будет? Что сосной будет? Я не понял, Гедеон, вопрос. Что сосной будет? Что такое сосной будет? После розочки. Сосной. Не понял слово. Уточни, пожалуйста, слово, что ты имеешь в виду сосной. Может там какая-то опечатка случилась. Какая-то буковка вышла не та. Такое бывает. Особенно Т9. Постоянно мне вредит. Что-нибудь пишу, какое-нибудь сообщение. И вроде понятное слово. Потом смотрю, а там уже слово совсем другое. Т9 решил, что там вот должны быть такие буквы. Ну, какую-то херню напишет, типа, вот, Кутакбаш, типа, как вот Эйфель 65 написал. И исчез. Эйфель 65. Хватит хулиганить.
А что со мной будет? Если ты ударишь розочкой, еще раз объясняю. Терпение мое безгранично, но имеет предел. А смотри, когда ты будешь бить розочкой кусками стекла, оставшиеся от бутылки, то, скорее всего, при контакте с телом противника эти куски стекла отвалятся и порежут тебе руку, твои сухожилия, твои пальцы изуродуют, повредят, и у тебя будет травма руки. Достаточно серьезно. Стекло острое, и оно же хрупкое. Но поскольку тело тоже твердое, то эти куски стекла, это же не нож, это не сталь. Они посыпятся в обратную сторону, обломаются. Да, противнику ты тоже нанесешь порезы, но себе тоже. Понимаешь, какое оружие это? Ненадежное совсем. Вот что будет с тобой. То есть ты себе повредишь руку. Вот и вся розочка. Ух, тема прям у нас сегодня передачи розочка, бутылочная розочка. Не хочется, Гедеон, я тебя прекрасно понимаю, не хочется терять это романтическое представление о розочке как супероружии. Но, блин, ну это не супероружие. Оно здесь где-то в голове, да, кажется, нифига себе, розочка, как круто. Но на самом деле все фигня, это полная. Я вам говорю с полной, так сказать, уверенностью. Алекс Лесли. О, здесь даже сам Алекс Лесли. Приветствую. Когда-то левой передней раскрытой рукой махнул, чтобы финтом удержать на дистанции, и попал, сам того не ожидая, противнику в глаз. На этом все закончилось. Он схватился за лицо и закричал. Вот, кстати говоря. Спасибо за комментарий, Алекс Лесли. И вот, Гедеон, тоже почитай, пожалуйста, этот комментарий Алекса Лесли. Это про то, какие уязвимые места. Пальцами в глаза попадает человек. Если туда хорошо попадает, царапает там или просто тычок получается, это очень больно, неприятно, но жить он будет. И, скорее всего, зрение он не потеряет. Но какое-то время он не будет вас видеть. Посмотри, как это бывает на боях Mixed Martial Arts, ММА. Посмотрите бои. ММА, когда там просто, особенно, по-моему, это любит Джон Джонс. Знаете, такой высокий, здоровенный верзила, темнокожий наш афроамериканец. И вот он вытягивает свою руку вот так вот пальцем, то есть просто пальцами в глаза. И там частенько на спортивных таких соревнованиях по единоборствам палец в глаз и все. Последний раз Гедеон Пилюгин пишет: я ударил противника и вред принесу только ему, он вырубится. Но себе вреда не принесу. Я все равно не могу понять, почему такая уверенность. Я же вроде уже объяснил несколько раз, что это хрупкий предмет. Это все равно, что зажать кусок стекла в руке, и бить этим куском стекла. Что будет с вашей рукой? Вот. А насчет того, что вырубить противника, как он вырубится от пореза? Гедеон, просто объясни мне, пожалуйста. Чтобы мы уже прояснили эту ситуацию. Как можно вырубить человека? Вырубить, это значит, давайте сначала, дорогие, уважаемые коллеги, что в вашем понимании, что вы имеете под словом вырубить? Окей? А тут сейчас споры у нас начинаются. И просто у всех разное понимание одного и того же слова. И отсюда как бы разногласия. Я так считаю. И поэтому я пытаюсь пойти к некому консенсусу. С розочкой разобрались. Розочка — это разбитая бутылка. Окей. Теперь вырубить. Что такое вырубить? Давайте, ребята, отвечайте на вопросы. Целый час уже. Белов Дмитрий пишет: целый час уже. Да, Макс, у тебя просто железные нервы. По поводу розочки. Да. Педагог, преподаватель, сенсей. Я же говорю, безграничное терпение, но имеет все-таки предел. Поэтому работа такая, наверное, я привык разъяснять это. Хотя бывает, это просто уже не понимаю. Вроде бы объяснил. Но что делать? Так, у меня крови не будет. У тебя не будет крови, почему? Себе вреда не принесу, пишет Гедеон, не пораню. Вот, Гедеон отвечает: не сломаю, ничего не эффективно. Но вырубить это, чтобы он... Так, формулируй, Гедеон. Вырубить это что? По-твоему? В общепринятом смысле, давай я как бы тоже свое понимание расскажу. Вырубить человека, это значит послать его в нокаут. То есть так, чтобы у него
Чтобы он, Гедеон пишет, ну, отключился. Молодец. Очень даже хорошо. Отключился. По словам отключился или вырубился, подразумевается, скорее всего, то, что он потерял сознание. Окей? Потерял сознание, вырубился, равно отключился. Каким образом можно человека отключить сознание? Я знаю два способа. Два способа. Ну, есть еще третий вариант, да, ну, как бы он такой, может получиться, может не получиться. И он потерял сознание. Нанести ему удар в нижнюю челюсть, в бороду, кулаком, коленом, локтем, ногой, может быть головой. Ну, головой реже. Для того, чтобы, по спортивному говоря, был нокаут. Человек вырубается. Тук. То есть сотрясение мозга. Понимаете? Итак, он случается. Второй вариант. Удушение. Когда он может отключиться. Когда вы пережимаете ему сосуды, те самые кровеносные сосуды, сонные артерии, или дыхательное горло, здесь трахея. И он через несколько секунд, ну это где-то примерно 10-15 секунд, он засыпает. Понимаете? То есть его мозг тоже перестает функционировать, туда перестает поступать кровь и кислород, и мозг засыпает. Это тоже, можно сказать, вырубить. Поэтому либо ударом, чтобы мозг вырубить, либо удушением. Все. Ну и третий вариант, я сказал, такой, который может получиться, может нет, это когда человек выключается от болевого шока. Все. Допустим, вы ему сломали руку, или палец, или ему очень больно, и от болевого шока он то же самое выключается. Мозг. А теперь, внимание, вопрос. Вопрос. Как розочкой или каким-то режущим предметом можно вырубить человека, не отрезав ему голову? Это уточнение. Вот. Ну, понимаете, да? Вырубить человека розочкой. Какой-то, ну, у нас спор уже получается, я не знаю даже о чем. Ага, так, читаем. Вот присоединяются к нашему спору и еще больше комментаторов. Спасибо вам, ребята, что вы здесь. Белов Дмитрий, да, тоже спасибо за поддержку. Макс, значит, у тебя просто железные нервы. Да-да-да, я горжусь этим. Так, сейчас. И теперь мы переходим. Роман Капиш, старые форматы, надо все вырубать. Окей, Земля плоская, космоса нет, пишет, это так называется наш гость. Потеря сознания и падение артериального давления, для этого надо бить по артериям, либо в бороду или висок. Ну вот, достаточно грамотный ответ. Да, согласен. Это называется вырубить или отключить. Он же Земля плоская, космоса нет, пишет. Также бокс был основан на ножевом бое, и он его и заменил. Те самые дикие поединки на ножах, которые были распространены в Англии. Денис Черевичкин. Знаю такого. Да, его мнение, конечно, да, ну, в принципе, считаю, что авторитетное. Возможно, на основе фехтования, на самом деле, я считаю, что раньше это было как бы все так едино, да. И, конечно же, движения, это, ну, по сути, это одни и те же. Шаг, выпад, удар, да, только предметом или не предметом, а вашей рукой. Или там, понимаете, да, то, что в руке зажато в кулачке, вы можете кулаком ударить, можете ладошкой, ребром ладони. Ага. Так, Алекс Лесли продолжает. Если швырнуть розочку в человека, тогда, да, сам не порежешься. Ну вот, да, да. Гедеон, прислушайся, да, к мнению, ну, так сказать, уважаемых коллег, с которыми мы сегодня ведем интересную дискуссию по поводу грозное оружие розочки, представление человечества в культуре о розочке. Так, Гедеон Пилюгин, или бьешь бутылкой. Что или бьешь бутылкой, Гедеон, уточни. Я же говорю, когда вот у тебя бутылка целая, это не розочка. Давайте все-таки придерживаться категорийного, так сказать, аппарата, да? Бутылка, которая целая, это подобие дубинки. Целой бутылкой ты не можешь порезать и не можешь нанести тычковый, так сказать, ну, колото-резанные раны бутылкой не нанесешь целый. Поэтому это дубина, да. Окей. Теперь, если Гедеон Пелегрини бьешь бутылкой. Роман Капиш думает, что у каждого человека рубильник на спине под майкой располагается. Ну вот да, есть такое представление, что как будто бы надо знать какие-то точки, какие-то кнопочки на человеке, типа вот такой робот. И если нажать эту кнопочку, то он вырубается. Ну это тоже такое идеалистическое представление на самом деле.
Не так-то всегда просто. Бывает, да, вырубается, но для этого нужна сноровка, подготовка. У боксера есть такая практика, есть такая подготовка и опыт. Когда на одного парня там, да, в нокдаун послал, другого на ножок посадил, там третьему нокаут сделал. Он уже знает, что у него вот ударчик с правой руки в бороду, прямой. Блин, хорошо работает, и люди как бы вырубаются. Хорошая кнопка, хорошая. Вот, но это как бы надо уметь. Для этого, блин, на тренировке было бы так все просто. Если подошел бы и нажал эту кнопочку, а он не пускает к этой кнопочке. И бьет тоже зараза вас по глазам. Понимаете, да? Окей. Простой, пишет Гидеон Пилигрим, простой. Земля плоская, космоса нет, пишет, я знаю как. Гидеон Пилигрим пишет, ну ударил и все. Земля плоская, космоса нет, пишет, попадание в артерию. Ага, попадание в артерию с падением артериального давления, то есть сначала он потеряет давление, сознание и умрет потом уже в бессознательном состоянии, то есть сначала вырубится, а потом погибнет. Но я же и спросил, ребят, исключаю тот случай, когда вы отрежете ему голову, вот это не надо. Как вырубить человека розочкой, не отрезая ему головы? А по сути сейчас Земля плоская, космоса нет, пишет о том, что все-таки сонную артерию перерезать, ну почти голову отрезать, по сути-то, по факту, да? То есть все-таки кровь ему пустить из сонной артерии. Конечно, давление упадет. Конечно же, ну, это смертельно, да, и он вырубится. Это нехорошо. Подчеркивает, Земля плоская, космоса нет. И я согласен с тобой. Земля плоская, космоса нет, что это нехорошо. Это нехорошо. Также, в принципе, как вообще бить человека ботинком или, там, или кулаком в морду лица, ну, тоже нехорошо. Так себе. Вот. Земля плоская, космоса нет продолжает. Также попадание в диафрагму очень сильным ударом кулака, либо ноги может привести к схлопыванию легких, сжатию диафрагмы, последующей потере сознания, за нехватки кислорода, перебитие артерий. А, так, диафрагму. Ну, дыхательный спазм. Опять же, там есть еще такой солярис плексус. Я вижу, что Земля плоская, космоса нет. Да, немножко так разбирается в анатомии, в медицине, да. Есть такое солнышко, знаете, как солнышко, дать поддых или дать в солнышко, как у боксеров. Это же солярис плексус, такое нервное сплетение, которое находится посреди вашего тела, немножко выше желудка, под легкими. И если провести мысленную линию по сгибам локтей, то прям по центру будет солярис плексус, солнечное сплетение, куда, конечно же, сильный удар может привести к тому, что у человека будет спазм дыхательный, там нервы, все парализует, да. И мы продолжаем дальше. Мы читаем комментарии. Комментариев становится все больше и больше. Спасибо, ребята, вам за вашу, так сказать, активность в чате. Земля плоская, космоса нет, пишет. Для такого вырубания бороду не нужен сильный удар. Надо бить точно и правильно. Согласен. Вот точно, да. Ну, разбирается сразу иной человек. В подбородок. Прежде всего точность и правильность. Биомеханика удара, точная траектория, отработка. И все это работает. Вот такой механизм. А сила, она приходит как раз не от того, что высокошечная сила, а просто сила приходит от правильной техники и точности. Земля плоская, космос нет продолжает. Вы, розочка, не сделайте так, чтобы человек не умер и упал с ног. Абсолютно верно. И случаи были в СССР, когда тыкали стеклом в шею, под челюсть, и люди падали через 3-5 секунд с черной кровью, шеи их не спасали. Спасибо за комментарий, да, Земля плоская, космоса нет. Прямо вот я вспомнил тот случай, про который я рассказывал, да, и мне просто повезло, что не случилось этого в моем случае, когда я тоже вот так мог бы убить человека. Это, да, вот. Пишет дальше, Земля плоская, космоса нет. Я всю юность вырубал людей старше меня в целях самообороны, как раз солнышко. А если они были подготовлены, то бил их яварой. И это тоже нехорошо. Но я защищался, у нас был криминал. Отличный комментарий. Спасибо большое. Да, почему солнышко? Я вот прям респектую этому комментарию. Потому что, ребята, если вы бьете в солнышко, то это значит, что на лице нету синяков, нету фингалов, нету повреждений. И, собственно, к вам меньше потом претензий со стороны правоохранительных органов. Ну, то есть это как бы такая гуманное насилие такое, да? Вы дали ему в солнышко, у него спазм, он задыхается, успокаивается и прекращает какие-то свои преступные посягательства, ну, если мы про самооборону говорим, да, и не представляет уже угрозы никакой. Ну, для этого, конечно, нужно уметь это делать, точно знать анатомические подробности, где это находится, точный резкий удар туда тоже надо отработать, конечно, так просто это не приходит.
Так что, да, респект. То, что это очень хорошо. Так, и еще. А Евара, я просто поясню. Земля плоская, космоса нет, может меня поправить. Но я просто скажу, что Евара, вот если с точки зрения именно такой простой логики, да, это просто некая такая палочка, некий такой продолговатый предмет, который зажат у вас в кулаке. Торчит здесь, торчит здесь. Я тоже приветствую любое, так сказать, использование оружия для самообороны. В целях самообороны лучше, конечно, драться с оружием, чем без оного. Рассказывал уже сегодня в этом стриме, что пальцы вы можете повредить себе, уязвимые, хрупкие, все-таки мы человеческие существа. А здесь вы бьете, смотрите, твердой частью. Карандаш, ручка, отвертка, там, не знаю, неважно что, что-то, то, что у вас торчит. Гаечный ключ, Евара, палочка специальная, вот, типа вы массажик себе делаете. И вот этой штукой вы ударите, удар молот или так. Там, в принципе, те же самые боксерские движения можно поставить на боксерскую базу удары Евары и будет очень прекрасно усиливать ваше оружие ударного типа. Вот об этом я тоже могу рассказать и сделать отдельное видео Евара, как я ее вижу, без всяких там восточных штучек. Так, ага. И вот Алекс Лесли продолжает, здесь еще комментарий добавляет. Мой дружбан может ударом ребра ладони в шею вырубить человека. При этом удар наносит, положив руку на плечо противнику и оттуда бьет. Ну это надо нарабатывать. Ну хитрый дружбан, ничего не скажешь. Конечно, надо нарабатывать и на это требуется время. Хитрец, конечно, молодец. Да, кто знает, замаха нету, поэтому этот удар проходит. Потому что чаще всего, кстати говоря, вот этот ваш дружбан использует такой момент, как внезапность удара. А это одна из характеристик нокаутирующего удара. Когда удар неожиданный, внезапный, чаще всего нокаутирующий мозг не успевает понять, что происходит, и схлопывается. Вот. А когда удар виден, то здесь может организм, мозг как-то противостоять этому и не вырубиться, кстати говоря. Земля плоская, космоса нет, пишет, я занимался сначала карате, потом рукопашкой. В итоге понял, что нужен только бокс. Аналогично. И надо было зациклиться только на руках, парировании, защите и работе на ногах. На улице работают руки и носят ноги. Блин, как же классно ты пишешь, земля плоская, космоса нет. Абсолютно с тобой согласен, солидарен. Также я занимался и карате, и рукопашкой, вот, и боксом. И сейчас я, да, ноги ходят, бегают, прыгают, а руки бьют, хватают. Очень просто, доступно для всех. Каждый выполняет свою работу. Пишет он также, земля плоская, космоса нет. Я бил так, как меня учил отец. Он говорил так, ты не покалечишь, и потом человек не будет обижен. А так ты не покалечишь, и потом человек не будет обижен. А если ты его бьешь в глаз или зубы, то он будет со следами, изуродован, дико обижен. Плюс побои и все такое. Ну вот, правильно. Ну, отец все-таки, да, вот, мудрый человек. Хорошо, когда люди с возрастом еще, ну, вот такие, надо прислушаться к ним, конечно. Добра же желают вам, ребята молодые, понимаете? Как, собственно, и я. Призываю вас все-таки мыслить, здраво мыслить и не лезть на рожон, не вредить ни себе, ни окружающим. Вот. Я делаю евары, пишет Земля плоская, космоса нет. С детства. Сам правильный японский, с темляком из дуба и бука. Ну, чувствуется профессионал. К нам пришел сюда в гости. Спасибо. Не забудьте подписаться на мой канал. Обязательно там колокольчик ставьте, лайки, комментарии. Потому что я выхожу в эфир, я стараюсь с вами прям пообщаться в прямом эфире, в стриме, там, в трансляции, как ты не назови, по вторникам и четвергам. Отвечаю на комментарии, которые вы написали под моим видео или которые задаете здесь уже в прямом эфире. Отвечаю на ваши вопросы. А по субботам я читаю книгу свою «Самооборона в городских джунглях», которую вы можете скачать на моем сайте самооборон.орг и читать ее вместе со мной. Книжка эта там бесплатная, в электронном формате. Вот. Так что так. Поэтому подпишитесь, получайте обновления, новости и будем обсуждать все эти темы. Как видите, они заходят далеко за рамки просто мордобоя. Мы частенько, видите, поднимаем какие-то такие философские вопросы. Но сейчас у нас конкретно идет... Так, земля плоская, космоса нет. Со временем я понял. Для человека, естественно, бить низом кулака, как горилла. Оно, молодец.
Все правильно, все правильно. Это естественное движение. Это как камень схватил, каменюку, и так вот, да. Ну, хаммер панч это называется во всех этих селф-дефенсах. Хаммер панч. Простое движение вот да, сверху вниз. И можно бить пустой рукой, кулачком, да, предплечьем. Вот всей частью. И достаточно безопасно, кстати, для руки. Целый видеокурс «Быстрый самооборон для умных». И там вот я рассказываю про первые удары и какие удары наиболее безопасны для защищающегося. Тут проводит самооборону. И вот эти вот удары. А если у вас еще в руке что-то появляется, да, то тем же самым ударом, что вот так вот прямо сбоку наотмашь, сбоку отсюда, снизу. То есть там вот это все движение в виде молотка. Его можно под разными углами носить. Чем оно и прикольно. И рука в безопасности, и любой можно предмет взять сюда и станет это оружием. Поэтому спасибо огромное за комментарии. Вот земля плоская, космоса нет. Вот вижу прямо вот в одном направлении мыслим, да. Как горилла, значит, низом кулака. Так удар естественней. С Еварой так пробивается захват, блок, да, и так далее. Все-таки мы приматы. Супер. А внезапно можно нокаутировать любого человека. А когда идет драка и бой, человек сжат и готов к удару, и может ответить закрыться и все такое. На мое мышление сильно повлияла книга Маширо «Черная медицина». Да, читал такое. Интересная книга, согласен. Такая жесткая, но реалистичная. И книга Анатолия Тараса «Боевая машина». Тоже читал эту книгу. Тоже рекомендую всем ребятам. Гедеон, ты здесь, Пилюгин? Почитайте книжки. Маширо «Черная медицина» и Анатолий Тарас «Боевая машина». Обязательно почитайте книги. Я потом нашел видеоуроки Анатолия Тараса «Боевая машина». Да, тоже видел. Алекс Лесли пишет, а у меня получалось с опущенных рук в печень вырубать. Хорошо заходит. Особенно у кого живот большой. Да, кстати. Алекс заметил, что вообще как бы удар в печень с левой руки, это является как бы таким деликатесом у боксеров. Они, ну это как бы такая изюминка, такая фишечка, как гурман. Все боксеры очень любят вот этот удар в печень, потому что, не знаю, какое-то эстетическое наслаждение при этом получается, когда этот удар проходит точно, четенько, и ты вдруг видишь, что это работает, противник присел. Так, сейчас, секунду, это что-то с батареей. Батарея у меня что ли разряжается, не могу понять. Такое тоже бывает, да, вот зарядочку я включил, хорошо. Продолжаем дальше, значит. Поэтому, да, поддерживаю такие вот да, удары по печени. И опять же, синяков нету, лицо целое, все нормально. То же самое, как солнышко, так же и печеночку. Очень хорошо, очень хорошо. Земля. Спасибо за комментарий, за Анатолия Тараса, рекомендую. Очень, он хорош, он хорош. Он заставляет мозги, согласитесь, думать логично, цинично, вот прагматично. Поэтому да, Анатолий Тарас. Очень рекомендую тоже. Так, продолжаем дальше. Земля плоская, космоса нет. Жаль, у вас тут нет телеграм-страницы или ВК. Я бы вам показал много чего и прислал. У меня есть в ВКонтакте, я есть в ВКонтакте. И в описании к видео там должна быть ссылочка на ВКонтакте. Так что можно туда. В Телеграм у меня тоже есть. Просто я еще в описании его не добавил. Почему-то. Но у меня есть. Телеграм тоже. Так что буду признателен, если чем-то поделитесь. На самом деле в печени нет. Настоящий профи-боксер знает, что сердце и печень лежат в одной плоскости. Все они там, где солнышко. Поэтому удар пройдет именно в солнышко, а слева это уже не чисто. Ну, да. Романка, насчет живота. А у некоторых еще человек в очках, получается, разбиваем ему очки. Что без глаз остался. Да что вы такое? А некоторые еще и девочек маленьких насилуют. Ну, блин. Ну, зачем такие страны? Да, конечно, маньяков хватает. Тарас запускает понимание природы вещей и сносит барьеры. Пишет, Земля плоская, космоса нет. Согласен. Да, найду вас ВКонтакте. По-моему, там что-то Макс Степанов или Степанов Макс, как-то там я просто не найти. Все. Я могу в описании к этому видео добавить еще, или в комментариях к этому видео. Сейчас мы поговорим. Этот эфир сохранится. Пока он обработается, видимо, он завтра выйдет. И там будет все это уже в сеть. Можете смотреть, делиться с друзьями. Опять же, добавлять туда комментарии. Ссылочками делиться. Ну, вот так, собственно, и будем встречаться, общаться, размышлять и прояснять различные вопросы самообороны. Друзья, давайте, у меня еще минут 10 есть.
я могу еще с вами пообщаться 10 минут, и потом я буду заканчивать наш эфир, потому что я так смотрю на часы, уже мы почти 2 часа с вами общаемся. А пока я рекомендую вам еще раз внимательно посмотреть сегодняшнее мое видео, которое называется «Россия – страна охреневших охранников», где я рассказываю о причинах моей миграции, что самооборона здесь ни при чем как раз. То есть кто-то написал комментарий, что типа это трусость, вы убежали при наездах, но на самом деле все это тоже мифические представления о самообороне. Так, Тарас запускает понимание, да, это я прочитал, найду вас. Роман Кать, но если видишь, что человек задыхается, что у него живот, чем тут хвастаться, если избил человека? Тут ничем не хвастаться, нет. Роман К. Не обостряй. Смотри, там человек написал, что в печень хорошо попадать, особенно если у человека живот. Ну, просто большая цель, мишень. Ты же не знаешь, что если у человека большой живот, это обязательно говорит о том, что он типа задыхается, или он такой больной, или что он там. Нет, бывают такие толстые люди с животиками, там, дай бог, там силы-то сколько, ого. То же самое Федор Емельяненко. Что вы хотите сказать, что у него там пресс такой прям рельефный, да, кубиками. С пузиком мужик, ничего, это не мешает ему бить нормально. Поэтому тут никто не хвастается, просто речь идет о том, что иногда некоторые приемы, ну, достаточно сложные, и когда они получаются, вот, это приносит вам некоторое удовлетворение. А никто не говорит про то, что это маньячить надо и кого-то насиловать. Томми Ган, приветствую. Расскажите историю, как вы влипли в какую-нибудь передрягу. Ну вот, видите, под самый конец эфира, уже 2 часа прошло, меня просят рассказать историю, которую я рассказывал в самом начале. Могу вкратце ее немножечко так вкратце рассказать опять же, да? Я влип в историю несколько лет назад, когда я был помоложе, и тоже, когда у меня вот день рождения был, скоро день рождения у меня на этой неделе, да, воскресенье. Мы с отцом выпили, на отца наехал там один чувак деревенский, здоровенный лоб, который там держал в страхе, так сказать, все население деревни. Вот он наехал на отца, материл его там, ругал, хотел, что-то ему угрожал. Ну и влез я, у меня в руках была бутылка, я его ударил бутылкой по голове, у меня получилась розочка таким вот образом спонтанным. Я стал бить его этой розочкой, пока у меня палец не отрезался. Значит, я выбросил эту розочку, дал дальше бить его стал руками, чтобы не сбавлять темп, так сказать, да, чтобы он не пришел в себя и не избил меня, потому что парень здоровый, выше меня на голову, вот, и такой крепкий, здоровый парень. Вот, я вот так хорошенечко отмудохал, и потом, какие у меня были последствия, почему это называют передряга, и нехороший случай, то, что палец был отрезан, мне приходилось все зашивать. Заявление в полицию, я могу попасть в тюрьму, вот. И ваш уважаемый, так сказать, Максим Викторович, могу попасть в места заключения. Вот такая у меня передряга. Но это только одна из историй. И вот, если вам интересно, могу как бы еще такие истории рассказывать. Передряги. Я не считаю, что вот этот опыт, который вот, драк, он типа там, ну, он положительный с той точки зрения, что я там увидел какие-то минусы, и я критически к этому отношусь. А не то, что там вот я такой драчун, там типа. Потому что на самом деле были драки, в которых не только я побеждал. Были драки, когда и меня били, вот были передряги там, да. Вот, ну, всякое бывало. Ну, я не знаю, если вам это рассказывать, эти истории, то нужно какую-то мораль сей басни какую-то там выводить, понимаете? Там должен быть какой-то вывод, какой-то итог. То есть для чего? Пока у меня вывод из этих всех вот ситуаций с драками, с конфликтом, с агрессией такой, знаете, не надо туда лезть. Случай бой это не состоявшийся бой. Вот как бы об этом. То, что могут быть разные последствия непредсказуемые. Кто кого сам оборонит, кто будет потом иметь проблемы с законом, неизвестно. Вот. Поэтому, если вам рассказывать эти истории, то я хотел бы, чтобы вы отнеслись к этому именно с такой точки зрения, понимаете? А не так, там, розочкой бить. Вот Гедеон уперся сегодня и говорит, розочкой все-таки он кого-то там, если что, схватит и будет бить. Хотя я ему несколько раз в течение этого эфира сказал, что это небезопасно. Так, вот, Томми Ган, спасибо тебе большое за вопрос. Вот, и если вы хотите истории, их есть у меня. Их есть у меня. Вот так, я вам расскажу. Земля плоская, космоса нет, пишет. Я тоже скоро уеду из РФ и буду жить на Земле. Понял. Ну, хороший успеха.
Желаю тебе успеха. Да, из РФ надо выезжать, потому что это небезопасно. И нужно удалиться на расстояние и посмотреть, что здесь дальше будет. Я надеюсь, что все будет хорошо, но сначала будет очень плохо все. На какой земле, правда, непонятно. Земля плоская, космоса нет. Где на Земле? На какой земле? Романка, у малолеток животов не бывает, только у стариков. Емельяненко уже лет 5 как старик. Не, он раньше был с пузиком, на самом деле. Он раньше выходил с пузиком, посмотрите его бои, у него животик всегда такой был. И травм у него не хватает, да. Я не понял я. Пишет The Web директор. Макс, скажи, насколько сложно вырубить борца своего веса? Насколько он опасен для боксера и как с ним правильно драться? Так, ну что ж, продолжаем, отвечаю. Смотрите, если борец вашего веса, то есть вашей весовой категории, борец, и причем борец такой, знаете, не просто, который там походил месяц-два, типа, я теперь борец. Это, блин, никакой он еще не борец. Если он там год-два уже борьбой занимается, вот это уже опасный, к тому же вашей весовой категории. Он достаточно сильный, крепкий, он знает, как свалить и так далее. Поэтому и вашей весовой, то есть не худенький, не маленький, да? Поэтому как? Держать дистанцию, это уже, блин, все достаточно банальные какие-то советы. Во-первых, немножко ваша стоечка должна быть пониже, да, если вы понимаете, что это борец, чтобы вы не стояли на прямых ногах, и тем более их там не скрещивали или вместе не держали. То есть немножечко пониже. Быть готовым к тому, что вы упадете. И чем ваша стойка ниже, тем, во-первых, вы устойчивее, когда борец, да, к вам проходит, он вас будет сваливать, он будет делать захваты и пытаться вас свалить. Поэтому чем вы ниже сидите, тем вы устойчивее раз, и тем меньше вам придется падать, то есть меньше высоты, понимаете, более безопасно. Отсюда какие следуют выводы? Для того, чтобы защищаться от борца, нужно, значит, хорошо стоять стойки, укрепленно, держать дистанцию, освобождаться от захватов, потому что борьба без захватов невозможна. Вас по-любому сначала надо схватить, чтобы потом бросить. Поэтому освобождение от захватов это просто должно быть с закрытыми глазами у вас. То есть вы должны быть хорошо подготовлены контрить захваты, снимать захваты, срывать, уходить, перемещаться, смещаться. Ну и конечно же, аварийный случай, вас свалили, поэтому вы должны уметь хорошо, правильно, безопасно падать. Видюшки у нас есть, есть там раздел, свой плейлист, ответы на вопросы, как правильно падать. И там мы с Максом Шрамковым разбираем правильное падение, кувырки и всякие упражнения. И, конечно же, после того, как вы приземлитесь, вам нужно уметь бороться в партере. То есть, допустим, вас борец свалил, это еще ничего пока не значит, все нормально, ребята, главное не терять дух, не терять, так сказать, не в панику не впадать. Продолжайте дальше бороться. Вы упали грамотно, приземлились, все в порядке. Просто контролируйте его, свяжите его руки, голову и так далее. И начинайте вставать на ноги, либо бить снизу, либо пытаться там задушить, что вы умеете делать. Выходить из разных контролей, освобождаться. Типа из маунта как выйти, из сайд контрола как выйти, из гарда как выйти. То есть все это нужно уметь, опять же, контрить. Поэтому не переживайте, если вас свалили и бросили. Психологически, да, это неприятно. Ну, то есть вы стояли на ногах, рассчитывали на какой-то там удар, а ничего не получается, либо попали, но смазали, либо не попали, вас бросили, и вы такие на полу думаете, блин, все пропало, меня бросили. Не, ничего страшного, там, если он один, конечно. Если их двое, то, конечно, это тяжко. Вот. А если один, почему бы и не побороться в партере? Потому что борцы-то тоже разные бывают. Бывают борцы, которые работают хорошо в стойке, бывают борцы, которые работают хорошо в партере. Вот. Но если вы еще умеете бить при этом и в стойке, и в партере, то вот ваши шансы увеличиваются. А если вы готовы еще применить крайние насилие и приемы самообороны, такие как, я не знаю, выдавливание глаз, захваты кадыков, кусаться, захватывать мошонку, ломать пальцы, ребят, и бить в затылок и так далее, и в горло, то у вас шансы заметно повышаются от борца или не борца и так далее. Нужно бить, ребята. Вот вы умеете, допустим, бить, вот и применяйте в разных ситуациях. То есть не зациклитесь только на стойке. Вы можете с борцом упасть. Скорее всего, он вас все-таки может свалить, да? Нужно это понимать. Поэтому учитесь причинять ему вред в любых положениях. Стоя, сидя, лежа и так далее. Так, это я немножко вкратце рассказал. Что сложно вырубить борца своего веса, да. Ну и, конечно же, очень важно, для нокаутирующего удара нужна определенная дистанция. Только эта дистанция немножко меняется, либо в сторону уменьшения, либо увеличения
у вас уже удар может не получиться нокаутирующий. Хотя вы прекрасно делаете на мешке, там, на груше, на лапах и так далее. Но противник двигается, шевелится, защищается, вас бьет, угрожает, плюс психологический вот этот стресс. И поэтому не всегда удается вырубить борца там, или кого-то нападающего. Нужно это уметь делать именно таких. Поэтому я всегда говорю, ребята, надевайте перчатки и больше, больше, больше заданий в парах, условных боев, вольных боев, спаррингов, как это называется чаще всего. Ну, хотя это немножко неправильно, спарринги. Ну, называют обычно спарринги, типа биться в паре, работать в паре. Вот. Отлично. Так что спасибо за вопрос. Веб-директор про борца рассказал, как с ним. Да, кстати, Земля плоская, космоса нет. А помнишь, у Анатолия Тараса есть такая рекомендация, там кусок стекла, обернуть его какой-то там тряпкой и взять вот так вот в руку, блин, как я вот прям интуитивно я чувствовал, что здесь вот что-то не так. Оно как бы читается так, ну, как бы симпатично все это выглядит, да? Типа, эй, обмотал стекло, кусок стекла, тряпкой какой-нибудь, взял в руку типа рукоятки и... Но если так подумать и попробовать, это, блин, капец пальцем, короче говоря. Но читается так, да, неплохо. Теперь, ого, сколько комментариев, ребят. Да, спасибо, что-то вы прям накидываете мне. Я еле успеваю за вами. Всегда не доверял куску стекла в руке. Я вот тоже, да, как бы не доверял, не доверяю. Теперь у меня есть печальный опыт. Мой знакомый боксер сидит за убийство, так как ударил в целях защиты от двоих, и один упал головой на бетон и умер. Ну, вот это да, частая ситуация такая.